тобой. Я занял потолок, я жду приказ. В небе с тобой я сел тебе на хвост, настал твой час. Погасла точка на радаре, твоя машина на ударе. Нарушил воздуха границы, будешь ты теперь убит. В небе со мной. В небе со мной десятилетний стаж и смена погон. В небе со мной ракеты на борту и килограммы патрон. Со скоростью решил шутить, подумал, сможешь победить. Ты понял, что пилотом стал, ну что ж, попробуй слезть, твой час настал. В небе со мной поношенный костюм, мой офицерский долг. В небе со мной ты ворон, я вампир, я летающий волк. В небе со мной ты понял, что полет твой стал тебе конкретно, хоть был удачным взлет, но что ты взял взамен? Привет всем. Привет, привет. О, Байрон, привет. Неожиданный сюрприз. Давно тебя не видел. Привет. Да, сегодня летаем. Да, в ДКС решил запуститься там. А в моей же миссии поиграем сейчас. Разомнусь на полигоне. Управление главное не забыть, а то, скорее всего, я подзабыл некоторые кнопки. Сейчас еще тупить буду. Ну так хотелось, хочется пролететься. Так, да, в этот раз в описании указал модель джойстика и программу не указал, правда, для поворота головы. Да, что надо, блин, OpenTrack называется. Что-то типа виртуальной реальности, только без очков. Ну, я имею в виду, чисто ловит твой обзор. Приближение, отдаление, влево-вправо. Этого достаточно для самолета. Ну, не всем она подойдет, потому что у кого-то глаза устанут. Это, считай, блин, надо всяко вот так вот одним глазом видеть. Зарядка для глаз, так сказать. Так, запустила полигон свой в редакторе. Сейчас пару выстрелов. Кстати, что у меня там за вооружение? Пойдем. Посмотрим, что за вооружение. Да, сегодня полет на Граче. Не на Су-25Т, а на Граче. В прошлый раз, по-моему, мы летали на Су-25Т. Так, что он тут сейчас... А, ну это надо в планировщике же смотреть. Здесь зайдем. Надо вооружение посмотреть, что у него. Это просто тренировочная миссия, я всегда запускаю. Так, немного пострелять. Ну, взлететь, пострелять, приземлиться. Вот. Потому что эта игра, она требует это, так сказать, постоянно вспоминать надо. Здесь ошибки не прощаются. Что у меня тут? А, ну у меня тут мощные ракеты стояли. Опять обновление какое-то было на эту игру. Не знаю, что они там. Надо... У меня нету, видите, я ни в группе, ни в сайте, нигде у них не состою. Надо почитать, посмотреть, что они постоянно все обновляют. Я надеюсь, они не как в Таркове бету делают. Релиз. Ну, допустим, вот ракеты после их
обновления до этого обновления они стреляли косо 25 МЛ, который я любил использовать, они стали вообще косить жестко. Ну, это вот один тип ракет, остальные вроде нормально все стреляли. Так, что еще, какие моменты? А, блин, драйвера забыл обновить, только сейчас заметил, прикинь, на видео. Опять драйвера вышли на NVIDIA. Что до них пилят эти NVIDIA. Каждый месяц новые, да? Так же, как и видеокарты. Видеокарты уже 60-ки, прикинь, пошли. 50-ки вот недавно были. Еще даже люди 50-е не взяли, они уже 60-е рекламируют RTX. Костя, привет. Тут, как всегда, делами занимаюсь, чутко на фоне послушаю. Ну, если не уснешь, а то у меня голос такой однотонный иногда. Я сам под себя... Кстати, да, я под себя засыпаю иногда. Когда мне надо заснуть, я просто свой стрим врубаю, и все, и на боковую. Так, ладно. Блин, что-то хочется такое вот попробовать из вооружения. Оно все тут такое, блин. Кому что вот эти бомбы сбросить? Но они кластерные. Бетонно-бойные вообще не в тему будут. Офап может попробовать. Что за офап? Да. Ну, кластерные это все понятно. Это такая дорожка. Блин, я даже не знаю, как это надо объяснить. Ну, знаете, что такое кластерный. Кто-то видел, кто не видел. Это несколько... Бля, я не знаю, как это объяснить. Это не осколки, а несколько этих мин. Как бы она как-то разделяется, что ли, на несколько. И взрывы идут прям везде. Со стороны это выглядит, как будто нарами закидал, короче, и все. Ну, я здесь пробовал эту бомбу, она мне как-то особо не понравилась. Наверное, она больше подходит для легкой техники, что-нибудь такое, типа какие-то там машинки, пехота. Вот, для танков здесь надо что-то помощнее. Честно, я не интересовался этими типами бомб, даже кластерные. Не могу точно прям рассказать о них. Так, ладно. Давай попробуем ракеты. Может, их исправили, не знаю. Так, нары. Сейчас, секундочку. Такс. Нары, да? Взять. Ладно, возьмем еще ракеты тогда. Ну и нары так, на всякий случай. Ладно, многоцелевые возьму. Ну и все. А, да, я вспомнил предыдущий стрим. Там, кстати, с успехом была выполнена миссия на самолете Су-25Т, когда надо было колонну разбить. Прикрывали меня два самолета МиГ-29. Я долетел до маршрута, где колонна движется, до этого места, и мы ее разбили. Да. А там еще так забавно получилось. Самолет взлетело два вражеских грача тоже. И один самолет я сумел сбить. А второй самолет на базу ушел, и все, как дезертир, блин. Ну, может, из-за этого еще повезло. Потому что мои, они не стреляли нифига. Вот тоже интересно, они меня прикрывали. Просто летали за мной, как хвостик. Самолет запущен уже, да?
Блин, можно было запуска начать. Но тут уже в планировщике, а я не помню, в планировщике, по-моему, нельзя запуск выполнить. Ну, как бы, это в редакторе только можно поставить. Либо сразу взлет, либо со стоянки. Так. Блин. Надо камеру настроить. То я в кепке. Я уже без кепки всегда летал. Не знаю, будет она ловить лицо мое. Вроде ловит. Это прикинь, вот какие технологии. Этой камере, блядь, 10 лет. После нее таких камер уже 500 выпустили. Это вебкам, она прям так и называется, вебкам 2.0. И она работает, она ловит повороты. Это представь, вот какую технологию создали, что даже такие камеры, они ловят твою голову. Повороты, это офигеть. Это... Вот это куда уже вперед шагнули, да? Да, это фигня. Nvidia вообще мутит, я вам серьезно. У них вот программа есть, она может просто вот сзади тебя любой фон создать. Даже не надо тебе никакие там весить, что эти зеленые там, как говорят. Просто ты можешь создать, как будто ты в студии сидишь, короче, прикинь. Но это очень мощные видеокарты нужны, хотя бы 50. Я же создавал уже у себя. Кто видел, у меня стрим был, у меня сзади такая, типа, эта обложка была компьютерного клуба. А у меня нету даже такого, ну, фона. Класс, да? Так, значит, что, взлетаем туда. Что у нас там? Блин, все забываю, что здесь тормоз надо зажимать. Потом тягу добавлять. Смотрим вот на вот эту стрелочку. Еще чуть-чуть тяги добавляем. Все, тормоз отпускаем. И резко. Закрылки, все нормально. Сейчас надо разогнать его. Грач он быстро разгоняется. 125Т тяжело разгоняется. Так, стрелка 250. 300. Поперли. Шасси. Закрылки раз. Закрылки два. Ну, я не профессиональный летчик, поэтому не умею красиво говорить. Да, это мой фон уже стрёмный. Домашний фон это. Понимаете, у меня ресурсы видеокарты уходят на графику игры, поэтому я не могу фоны красивые создавать. В моем случае фон только надо создавать самому уже, студию делать. Вот. А так, видеокарты так неплохо нагружается от игр. Она очень, вот эта тема, она требует очень много ресурсов, чтобы создать фон. Очень много съедает. Так, ну что? Надо сосредоточиться. Наверное. На солнце. Сейчас центр поймаю обзору. Блин, так сложно сидеть иногда вот в эту камеру. Вот чем хорошо управлять этими очками VR, то что ты можешь сидеть хоть, не знаю, кверх ногами, они все равно будут ловить твою голову. А здесь вот эта камера, которая ловит твой поворот, программа, и здесь надо прям, чтобы ты в центр нее смотрел постоянно. Если ты будешь сидеть как-то неровно, ты будешь и неровно смотреть в игре. В этом вся особенность. То есть одно дело ее настроить надо, а другое дело еще себя настроить надо. Весело. Так, что, поехали.
А, первые цели у меня Абрамсы. Ой, Абрамс, по-моему, Т-72. Так, что у меня тут? Нары, управляемая ракета, бомбы. Ну-ка, давай управляемые, наверное. Конечно, грач обычный по управлению в игре по сравнению с самолетом Су-25Т, хотя Су-25Т был создан раньше. А, подожди, нет, ни хрена, грач-то он еще раньше, да, был создан? Это то же самое, как взять, допустим, иностранную машину, примерно, и отечественную. В том плане, что там как-то все проще все равно. А здесь тебе надо все самому по приборам смотреть, стеклышко вот это регулировать постоянно. Вот. Потому что прицел, он, видите, гуляет. В этом вся суть. Леха, на самом деле, не знает, что у тебя там в реальности на фоне бывает, что реально стрёмно выглядит. Но на фоне твоего стрима фон вполне нормальный. Не понял, подожди. Нормально фон выглядит? Ну и все, ладно. Я уже не парюсь. У меня нету другого фона. Могу шторы черные повесить и колдовать. У меня там просто окно за шторами. Там, если это открыть, все, меня вообще видно не будет. Там солнце очень ярко бывает. Как будто я это близко к нему живу. Не знаю, у меня очень солнечная сторона. Так, ну чё, пробуем. Что там, дальномер надо? Лазерный целеуказатель. Или кто он там? Вообще разленился уже. Где там танк? А вон он танк, вижу. Ну, вот тут у нас и пляски. Опа. Это у нас Абрамс, по-моему. Жирная точка, капец, блядь. Ну-ка, давай. Пошла. И вот надо ее вести до конца. Вот. Ну как, вот смотри, ну вот смотри, точка прям на нем. Вот давай пролетим, посмотрим. А, он поехал, видите, он поехал. Но он поехал после попадания ракеты. Видите, она не попадает, ракета. Как ты не целься, она не попадает в него. То есть они ее не исправили. Она как была косипорная в последнее время, так и осталась. Тут единственная ракета сейчас здесь. И почему-то она именно у нас на вооружении, на наших самолетах, блядь, косячная такая. Поэтому нет, они ее не исправили. Ракета Х-25МЛ. Вот. К сожалению, она такая же кривая. Блин, а ее очень часто используешь на вот этом самолете здесь в игре. Это, считаю, его основная ракета. Ну, для меня. Раньше я постоянно ее использовал. Так, а что я с фарами летаю? У меня там портал в рай. Ну да. Ё-моё, а что они сделали? Они... Нифига себе, они вес добавили, что ли? Я одну ракету запустил, такое ощущение, как будто я, блин... Не знаю, у меня были большие бомбы, я одну сбросил, с другой летаю. Прям что-то прям сильно кренит вправо. Капец, я еще 4 ракеты взял, ё-моё. Нет, это фигня полная. Придется залетать на базу и перевооружаться. Ну, кстати, база. Сейчас еще раз попробуем. Вот эта лампочка загорается, это значит, сейчас уже надо наводиться. Она недолго горит, она перегревается.
Это еще одна особенность. Где ты? Где ты, танчик? Что не видать. Что это едет? А, вон, по-моему, танчик. Во! Видишь, чуть-чуть повыше задрал, уже побольше зацепил. Выше, что ли, брать придется постоянно? Как он мне сейчас надо боевое задание выполнять? Мне надо понять же. Фига я разогнался, 750. Мне же надо понять принцип наведения сейчас данных ракет. Видите, с каждым обновлением во всех играх что-то да меняется постоянно. Так дело-то, видишь, не в самолете, а в ракете. Эта ракета используется не только в этом самолете. Нет, самолет это не бесплатный, кстати, это самолет платный. Бесплатный это Су-25Т, а это платный самолет, кстати, грач. Он покупается либо сразу в пакете вместе с изданием «Горячие скалы», либо ты его отдельно покупаешь. Вот. Мне его подарил Иркут, этот самолет, чтобы я с ними полетал там на полигоне и везде. Так что он платный. Ценник сейчас не помню какой. Надо смотреть. Так. Эй, чё, где дальномер? Давай, давай, давай. Выше цели беру. Давай, блин. Прикинь, она не сработала, ракета по нему вообще. Она ушла в молоко. Либо расстояние было близкое. И такое бывает. Блин, мало того, что вот ракеты здесь бывают у него противные, честно. Они бывают не идут туда, куда надо. Они еще и кривые стали. Вообще огонь. Поэтому приходится иногда пушку использовать. От нее больше результата, чем от этих ракет. Даже, ну правда, по танкам бесполезно. БМПшки, да, сжигает хорошо. Танки ни хрена. Куда она ушла? Вот тоже непонятно. И что у меня с этим? Криво сижу, что ли? Как в Мерседес сел, так вот развалился, сижу. Еще крышу откинуть, как в кабриолете. Я тут это в начале, когда на Су-25Т летал, обалдел. Кабриолет из него делал. Фару скидывал. Фонарь этот. Правильно называется. Крышка вот эта от кабины, блин. И летал, как будто это на кабриолете. Правда, трясет его пипец. Я, короче, я понял, что у меня сейчас эта ракета уйдет в молоко, потому что близко.
Их надо дальше замечать. В реализме тут, знаешь, если тут полный реализм поставить, ты на нем вообще летать не сможешь. У меня, когда я поставил полный реализм, я даже взлететь не мог в этой игре. Почему? Потому что у меня птицы постоянно в двигатели попадали. Это какой-то звездец просто. Вот ты просто с аэродрома взлетаешь, бац, у тебя двигатель загорелся. Классно. Не успеешь вовремя заглушить, остановиться, все, погиб. Я так пилота потерял одного, когда играл на одну жизнь. Здесь же можно в одну жизнь играть, карьеру строить. И вот так вот я потерял пилота. Игорь, привет. Просто птичка попала в двигатель, прикинь, на взлете. Вот это было прикольно. Когда у тебя уже 4 медали, звание там хорошее, вроде карьеру, ну, уже компанию, там, миссии 10 выполнил. Вот эту сложную, которую битва за нефть. И тебе птичка в двигатель попадает. Вот это было досадно. Поэтому не надо мне этих птичек здесь больше. Так, ну чё, вон я вижу танк, давай отсюда попробуем. Понимаете, в чем дело? Есть маленький нюансик. Отсюда вот его начинаешь захватывать, из-за этой жирной точки его не видно нифига. Эй, дальномер, ты чё? Смотри, дальномер вырубился. То есть надо как-то вот этот угадать расстояние, чтобы тебе и видно было, и чтобы пуск можно было сделать. Как я иногда люблю это. Давай. Все, ракета пошла. Сейчас промажет. Ну, видали, что бывает? Так что не все так просто. Очень непросто. Это надо, короче, еще и башкой поймать эту мушку. Поэтому я и устраиваю тренировки с этими ракетами. Проще, конечно, нарами застрелять и все. Вот. Ну чё, ракеты результат особый не показали. Сейчас попробуем еще бомбы побросать. Одну бомбу по одной. Бомбы эти ни разу не использовал, не знаю, что это за тип офап. Да, когда бомбу используешь, это стекло надо вниз самое опускать, потому что ты, получается, у тебя прицел снизу будет. Логично, это бомбы, они не как ракеты стреляют. Где вы, ребята? Вижу, но... Блин, глаза сломаешь иногда. Готов, так сказать, на прицеле. Все, пошла. Слабенькая бомбочка. Ну, танк повредил на 37%. Может, рядом сбросил. Что это у меня снизу? А, это пушка. Сколько летает, только сейчас обратил внимание. Пользуюсь пушкой и не вижу, где пушка, да? У нас, видите, шансов мало, когда вот так вот будешь летать в боевой зоне. Тут либо ударил, либо проиграл. Все, либо просто ушел с поля боя. Потому что зенитки, они не дадут так кружить.
А если еще ЗРК, это пипец. Этот самолет, он в основном хорош маневренностью, и на низких высотах его надо использовать. Так как я летаю, это ерунда полная. Это я так тренируюсь. Так его не используют в наше время сейчас. Его собьют, если он так будет летать. Блин, где этот бессмертный танк? Он у меня сливается, пипец, этот Т-72. Я Абрамс вижу, а его плохо вижу вообще. Где он? Вон он. Вон он. Короче, все рядом, главное. Либо он от воронки отъехал, вот, либо оно рядом прилетало. А там одна воронка от ракеты, по-моему. Ладно. Еще сейчас пробуем. У меня есть еще одна бомба. Сейчас Абрамс добьем. Там вроде дымит уже. Бомбы, да, бомбы мне нравится на нем использовать. Так, вон, пробей. Ну-ка, опа. Оп. Держи, пацан. Петардочку. Тяжело. Ну, эти бомбы слабые. Слабые бомбы. Сейчас бы 500-ка его бы уничтожила. Так, ну давай. Еще нары есть немного. Сейчас нарами еще отработаем. Что там горит? А, это от фаба моего, видать. Тут ты смотри какой, а. Живой какой, а. Даже... он просто дымит, ему пофиг. Ладно. Я на базу. Сейчас другое вооружение возьму. Так, а что у меня по остатку? Больше топлива сжег, чем что-то сделал полезное. Да, он разогнался. 800, прикинь, скорость была. Он вообще разгоняется. Так, мне надо на базу. Я на ту полосу иногда ночью могу приземлиться. Ночью вообще бывает фонари вот эти горят, когда визуально смотришь. Бывает вообще не на ту полосу приземляться пробуешь. Но я, кстати, нет, я пытался на нее приземлиться, но я не стал. Я потом смотрю, что-то она какая-то короткая. Потом бац, опять в воздух пошел на второй заход. Помню, были такие моменты.
Скорость большая. Надо бы ее сбросить успеть. Большая скорость. Ну, думаю, приземлимся все равно. Должен успеть он ее сбросить. Так, тормоза убираю. Воздушную. Блин, здесь реально надо это руль от машины. Классно было бы еще. Но видите, было бы 4 руки, было бы здорово. Нет, 3 руки надо здесь. Тихо, тихо, тихо. Для руля, 1 для джойстика. 2 для руля. Хотя... Тихо, тихо, тихо. Нет. Ну да, вместо клавиатуры можно руль использовать здесь. Принцип управления на земле самолета, как на машине. Тормоза, повороты рулем. Только здесь педалями нажимаешь. Рулишь. А вот когда приземление идет самолета, когда на земле надо его выровнять. Колесико повредил, походу. Его, видите, несет. Скорость, видать, большая. Ну да, скорость большая была, она считается большая скорость. Когда ты тем более пустой. Просто я вот когда приземляюсь на нем, и меня вот уже на полосе начинает у меня скорость сбрасывать, у меня управление идет, вот я водитель всю жизнь, как бы, я чувствую, как будто я на машине еду. У меня самолет туда, я его выравниваю туда, его заносит туда, я выравниваю туда. То есть это вот принцип такой же, как тут на транспорте едешь по скользкой дороге, тебя начинает заносить, и ты начинаешь равняться, пытаться удержаться, как корова на льду, блин. Вот, здесь такой же принцип, по сути. Вот тема тоже интересна иногда. Я, кстати, специально еще посадки делаю нестандартные для себя. Я понимаю, что это не образец посадки. Садит все по приборам, там пытается там на расстоянии прицелиться, подлететь, вот это все красиво. А мне наоборот нравится что-нибудь такое. Чем оно мне дает плюс? Тем, что я иногда подбитый лечу с боя. И мне некогда вот эти маневры вот эти делать там. Мне надо быстро приземлить, восстановить, вооружить и в бой. Ну да все. Поэтому я и занимаюсь таким. Педали нет, я не хочу педали, потому что мне на работе этих педалей хватает, я еще здесь буду их нажимать. У меня ноги так отдыхают хоть неделю. За неделю, но нажимается это сцепление уже. Не, педали мне не надо здесь. Руль, да, можно вот, оп, и поехал. И рулем управляешь, и джойстиком. Чисто чтобы вместо этого... Короче, типа как педали, но только руль. Вот тогда ты вообще самолет будешь чувствовать. Ты будешь тебе казаться, как будто ты на машине едешь на земле. Это очень, кстати, тоже... Но это будет удобнее, мне кажется, чем эти педали для игры. Так, все, я заглушаюсь. Самолет классный. С ракетами, конечно, жалько, что так. А мне нравилось их всегда использовать, эти ракеты. Я так и не понял, как их выше брать, ниже брать. Вот эта жирная точка. Просто вот на том расстоянии, где надо использовать эти ракеты, чтобы они пошли в цель. Вот эта точка, она жирная для цели. Вот ты начинаешь наводиться, и ты не видишь из-за этой точки нифига. Потом начинаешь подлетать, ты оказываешься близко, когда уже видишь, куда точка точно метится. А ракеты поздно уже пускать. Они улетают, все.
куда-нибудь не туда. Вот, поэтому принцип пуска ракеты здесь самый правильный, конечно. Это навелся, запустил ракету и летишь, и продолжаешь регулировать вот этот прицел. И вот этот самый вот момент, кстати, влияет, а тут как раз поворот головы, как камера. Вот. У меня все равно она не идеально работает. Вот. Здесь вот как раз вот, чтобы у тебя плавно вот все было, доводиться. Вот. Ну, сложности есть. Я вот не могу доводиться. Не всегда у меня получается. То есть запустил ракету, ракета летит, и ты летишь. Ты приближаешься, ракета уже у тебя запущена. Ты просто ее доводишь прицелом. Ты можешь даже просто, допустим, танк, ты выше запуск делаешь по прицелу, а потом просто ниже его опускаешь во время уже, когда эту цель хорошо видишь. Вот, но тут я говорю, тот факт работает, что прицел вот так не плавал у тебя по стеклу. У меня он уплывает периодически. Тут влияет чувствительность твоего джойстика, чувствительность твоего трекера, поворот головы. Это очень влияет. Я говорю, этот самолет, он сложен по наведению управляемой ракеты. Все остальное кайфу, летай, конечно. Ладно. У него очень сложно управляемая ракета запускается, если у тебя управление не идеальное стоит. То есть я считаю, чтобы управлять на этом самолете управляемой ракетой, хорошо ее запускать, надо, чтобы у тебя игра, да ты игру, короче, чтобы ты самолет чувствовал, и он тебя, так сказать, при твоем управлении. А так будешь мучиться. Так, ладно, перезарядка, заправка. Так, пушку оставляю. ЛТЦ тут, по сути, вообще нафиг не нужны. Ну ладно, пускай будут. Фабы меняю я на... Давай, ракеты Х-29Л. Это мощные ракеты такие считаются. Они сейчас используются у нас, по-моему, да? Так, и ракеты 25Л давай попробуем. Так, здесь... топливные баки. Ну и нары. Вот видите, вес уже какой. Перевес. Это вот из-за вот этих ракет 25Л. Они тяжелые. Блин. Тогда баки убираем. Я хотел, наоборот, самолет утяжелить, но не перевесить. Хотел самолет тяжелый сделать, чтобы мне было сложнее взлетать, садиться. Блин, ну перевес это опасно. Что можно еще? Давай вот эти нары возьмем. Мне вот эти нары нравятся. С-13 ОФ. Но их мало. Блин, опять перевес. Это вот из-за этих ракет. Ладно тогда. Все. Оставляем так. Заправка по плану. Сейчас еще второй рывок сделают. И пойдем. Пойдем в бой. У меня там миссия сложная. Я ее создавал. Там надо влететь во вражескую зону и поразить колонны снабжения, по-моему, что ли. Раз, два, две штуки их. Кто смотрел, был у нас как-то стрим, там я из гор залетал прям между горами и наносил им поражение. Но до второй колонны добрался, и там меня уже шилка... меня шилка сбрила тогда, ё-моё. Да, там зенитки шилки в основном. ЗРК они особо мне опасность не представляли, а вот шилка, да. Шилка на низких высотах вообще бреет нормально. Да, колесо, он, видите, ну все, он отремонтируется. Колесо вот это повредил. Колеса повреждаются в основном при жесткой посадке. То есть, жесткая посадка бывает либо скорость сильно маленькая, вес у тебя большой, либо вот у меня сейчас ситуация была. Скорость большая, и все. Я неравномерно самолет неровно приземлил, а скорее всего на одно колесо, и все, и колесо повредилось. То есть не на два, допустим, задних колес, да, колеса, а именно на какое-нибудь левое либо правое, и пипец, я его повредил. Ну, наверное, так.
Потому что меня маленько отнесло вправо, я начал выравниваться. Может, я маленько его наклонил, самолет. Я помню, на самолете Су-25Т там такие дрифты выполняются, это пипец. У него, во-первых, его садить сложно, ему полосу надо длинную всегда. Оружие подвешено. Если обратили, я даже парашют не использовал. То есть я сейчас приземлялся, я его не использовал. То есть у этого самолета, вот, Су-25 Грач, у него можно без парашюта приземляться. Он неплохо тормозит здесь в игре. А Су-25 нет, нифига. Уедешь туда, он в горы, все. Такое ощущение, как будто у него вообще тормозов нету. Самолет без тормозов, короче. Хоть это, вылази, как на самокате, ногой тормози. Не достанешь, правда. Так, ну сейчас самолет готов. Просто рассказываю именно факты из игры. Вот именно в игре, как вот я понял всю эту тему. Идет запуск. Вот эти шкалы здесь, это у нас гидравлика. Хоп. Вот. Это вот тормоза, я так понимаю. Я же тормоза нажимаю. Это тормоза на земле. Также здесь, по-моему, у нас есть крен и тангаж. Если самолет подбивает, хорошо бывает. В основном вышибают ракеты ЗРК. Частенько вышибают гидрач. То есть, если ракета попадает по тебе, у тебя повреждается двигатель и гидрач. Либо тангаж, либо крен. Су-25Т здесь в игре это вот самый уязвимый. Я не знаю, вот как у других самолетов. Может, у них у всех так, как бы. Но здесь вот у них всегда первый попадает под удар этот гидравлика. То есть ты начинаешь терять управление, тебе приходится, не знаю, как паруснику по ветру летать. Только он плавает, правда. Хоть парусу так выстави и лети по нему. Так, ладно, хорош. Ля-ля, полетели. Блин, че я так близко сижу, что ли? Че за фигня? Почему он меня так панели приближает? Надо развернуться. Там, где я летал с ребятами, там вот Иркут, у него полк там свой, ребята тренируются, все там, у них полигоны свои. Он знает каждую стрелочку, вот эту, каждый миллиметр. Он до того изучил все это. Я удивляюсь, зачем ему вообще играть? Он пошел бы уже летчиком и все куда-нибудь. Не, ну, блин, это же так надо прям. Молодец. Не, я рад, что он как бы взял меня к себе. Научил меня немного приборам. Я же раньше вообще особо похер было на эти часы вот эти. Я в основном смотрел. Во-первых, самолет Су-25Т, у него все на ЛС подсвечивает. Скорость, высота, прицел этот появляется. Что там не летать-то, да?
Я, знаете, вот я не был поклонник грачей. Я вот как бы, хоть мы играем в арму, вот я, ну, грач играть для меня как-то... Я в основном любитель летал вот на вертолетах всегда. Раньше мне прям нравились наши Ми-24, К-52, Ми-8, всякие МТШ вот эти. Вот. Но опять же, это в армии, там же арма, она как бы симулятор, но это же не ДКС. Грач мне только здесь понравился в игре, я здесь его начал осваивать. Начинал с этого Су-25Т, конечно. Ну чё, вперед. Ну, там стоит признать, что там чепуха, а не Су-25 в армии 3. Не знаю, какая будет, какой самолет будет в армии 4, но в армии 3 это не грач, это, не знаю. Су-25Т, прикинь, а он выглядит как грач обычный. А мы знаем, что такое Су-25Т, кто смотрит ДКС. Это не обычный грач. Он с наведением шквал. Но это уже самолет совсем другой. Такс. И что, добиваем танки? Так, управляем ракетой. Не та, у меня 29-ка. Ракета 29Х, мощная ракета, стреляет издалека тоже. Вообще ее хорошо по шквалу использовать, конечно, для такой авиации, как Су-25Т, Су-25СМ. Вот я там ее тоже ее. Слушай, а я не помню, в СМ-3, по-моему, тоже она есть. Но она мощная ракета, она тяжелая ракета. Если одну запустил, желательно будет вторую бы куда-нибудь уже, чтобы не летать с ней, она перевес будет. Ладно, вперед. Вижу цель. Вижу вторую цель, дымит. Вот, видите, точка, вот как вот, да, вот. Я вот сейчас закрою прицелом ее. Вот. Все, сейчас вот нам надо как-то так навести, чтобы я мог сделать пуск, но при этом этот прицел регулировать. Блин, хотел красиво сделать. Давай, 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 давай. Чуть пониже. Ну и где? Попал. Так, это каким... Блин, это этими я отработал, да? А, нет. Не с 13-ми. Опять скорость большая. Это были эти. С8, по-моему. С13 ближе ко мне. Но я попал по танку, опять же. Да ничего-то как-то его щипает вообще. Я говорю, нарами очень сложно танк сейчас уничтожать. Ни пушкой, ни нарами, только бомбами, либо ракетами. Вот ты думаешь, вот эту миссию создавать. Ну, я же миссии сами же здесь сделал. Ты думаешь, как вот с танками, какое вооружение ставить? Это же пипец. Все, вот видите, перевес идет.
Получается, ракета была запущена у нас с левого крыла. Я его специально сейчас наклоняю, чтобы перевеса не было. Чуть-чуть. Сейчас надо будет на второй круг. Что-то она его опять не взяла. 40%. Я, кстати, ее вообще из виду потерял. Я думал, она все ушла в космос. Интересно, она ракета запускается, конечно. Я же подумал, она ушла. Главное, идет вниз пуск. И ее не видно. Либо она одновременно со мной летела. Хотя нет. Она же потом до танка-то добралась, а я оказался позади. Тогда я вообще не понимаю, где она была. Надо было за ней проследить. Ладно, давай еще. Еще 29-ку. Теперь по Абрамсу. Что такое опять? Почему дальномер вырубается? Да ты... Блин. Блинский. Мы так не победим войну. Давай, пошла. Давай, вот, корректирую. Сейчас цель зайдет. Так, нет, смотри, она опять выше него летит. Ну как? Я на него прям навелся. Вот я сейчас вижу, я прям на него навелся. И она не вижу, выше летит и все. Что за бред? Слушай, а это не может целеуказатель мозги компасировать, вот этот лазерный? Может, что-то он врет, и по нему ракета не летит нормально. Что за хрень? Вот опять же, я прям вижу, что я навелся на него, ракета идет вверх. Она пролетает над ним. Это уже 29-я ракета, кстати, это не 25-ка. Так, давай теперь другую ракету. У меня остались ракеты 25L. Но сейчас меня, конечно, вот это удивило. Я бы сказал, меня это взбесило, а не удивило. Так, у этой расстояние поменьше. Все, вот цель на нее, метка. Вот это попало. Вот это попала ракета. Вот это попало нормально. Слушай, так он сам вырубается, смотри. Он начинает моргать и сейчас вырубится, да? Ну, давайте я вырублю сам. Включается он только тогда, когда ты выставляешь боевой режим. Либо воздух-воздух. А, я не знаю, кстати, воздух-воздух выставляется, он нет. Воздух-земля, когда выставляешь, да, лампочку ты можешь включить. А вот воздух-воздух, что-то не помню. По-моему, там он и не нужен там, да? Так, ну что, добивай Абрамс тогда. Вывод. Сейчас, если я еще попадаю с этой ракеты, значит, только ее использовать можно.
Ну, у нее как раз расстояние, ну, я думаю, с ней можно подружиться будет. С 25L. Мне как раз надо расстояние недалеко, чтобы видеть цель. Она вот как раз на ближнике работает. Так, вон он танк. Не понял. А, она не даст сейчас запустить, видать. Вот сейчас можно. Нет? О, все, пошел. Он не дает запускать, когда ты хочешь. Он тебе дает запускать тогда, когда надо. А! Давай! И чё? Нету Абрамса. Блин, нифига она бьет мощно. Как будто торпеду пустил с корабля, блин. Ну чё, эти цели поразили. Прям что-то мощное. Долго я с ними дрался, с этими танками. Слишком у них какая-то броня крепкая. Ну, ракеты ведь и косые. Сейчас вот я уверен, мы повторим, повесим опять сюда эти 25L, которые X. Х-25L. И с ними будет результат, а с этими нет. Так, следующие цели. Пехота. Нары. Что такое? А. Подожди. Че, С-13 потратил, что ли? Ну да. Значит, получается, я по Абрамсу выпустил С-13. Их мало, видите. Ладно. Работаю тогда такими. Все, пехоту я поразил. Я просто помню уже, где здесь что. Сейчас, значит, работаем нарами и пушкой. Все, мощное вооружение я все потратил. Следующая цель у нас БТР и пехота. 3 единицы. По-моему, там Хаммер будет и две лавки. Или либо Страйкер, я что-то не помню. Сейчас посмотрим. Хаммер и лавки, по-моему, да, вот они изображены. Да, вот в брифинге тут указано. Первичные цели — это вот танки были. Также солдаты, вот, которые за ангаром. Ну, а вторичные цели — колонна с пехотой небольшая. Видите, голова моя немного под углом. Смотрю обзор. И камера меня также ловит. Все, остается у меня нары С8 осколочно-фугасные. И этот пушка. Цели вот. Ну, захожу на них.
Так, сейчас попробую выполнить атаку. И при этом надо будет резко высоту там брать, там в гору, чтобы не зайти. Потому что есть миссии в горах. Там сложно иногда из атаки выйти. Частенько, кстати, у меня такие попадаются. Ну, я такие почему-то делаю. А у нас, кстати, как раз миссия горная. Это надо на скорости делать. Вперед. Блин, у меня все, это все нары. Нет, не успел. Я думал, это у меня побольше их. Я думал, еще ниже зайду. Не получилось. Так, ну что, работа пушкой тогда. Опять же, пушкой я смогу только поразить технику. Пехоту нет. Пехоту это как в иголку попасть. Пушкой. Очень сложно пушкой пехоту поражать здесь. Ее вообще не видно. Так, что-то дымит там. Хаммер живой, что ли? Что даем? И смотрю, вроде он, вроде не он. Что-то виднеется. Я думаю, все, одну лавку поразил. Ах ты! Стреляют. Так, надо как-то зайти на них. С того направления не видно их. Получается, там 2 единицы техники осталось. Так, остаток топлива еще нормально. Ну да, они боевые, они стреляют. Можно, если неправильно зайти, они тебе могут что-нибудь отстрелить тоже. У них это, у всех пулеметы М2. Цель поражена. Ух ты! Страйкер работает. Пец. Права. Блять, я без носа, я провода зацепил. У меня носа нет, прикинь. Я без носа. Это что-то новое. Не, ну у меня нос, конечно, ломался в маршруте у самолета, но это когда я приземлялся, аварийную посадку делал. Блять, там провода были. Не знаю, смогу ли я его посадить. Хаммер-то поджег ее. Блин, ты смотри, че. Ну, крылья-то на месте вроде. А это страйкер стрелять начал. Я думал, сейчас сманеврирую. Вот это и есть, надо выход тренировать. То есть, одно дело, когда ты заходишь на атаку, а надо же еще из нее выйти. Это, то есть, надо уйти от ПВО как-то. Плюс, если эти горы, надо резко суметь подняться, потому что бывает, если сильно разгонишься, ты не успеешь тангаж сделать, выполнить угол нормальный. В гору уйдешь и все. В этом вся сложность.
Но у меня приборы не работают. У меня это что нос повредили. Приборы не работают теперь. Навигация сломалась вся. Ничего. Пробуем. Я не знаю, какая скорость у меня даже. У меня стрелка стоит на нуле почти. Вот видите слева. Без носа я его еще не садил. Это что-то новое. Просто на скорость, наугад. Я не знаю, какая у меня скорость. Чуть-чуть тяги. Его заносит немного. Че, парашюты сделаем? Ну-ка. Давай, давай, давай. Носа нет, а ужас просто. Я сейчас покажу, это пипец. Мне аж страшно смотреть. Смотри. Офигеть, блин. Это как? Так. Мне повезло, я бы мог вообще разбиться. Потому что благо провода, я бы мог в столб влететь. И тогда бы вообще бы мог бы крыло отломить себе. Вообще повезло просто. Это просто фарт. Блин, ну как так? Ладно, выкрутились. На то оно и тренировка. Надо в разных ситуациях уметь, да? Выкрутиться из разных ситуаций. Так, поехали. Сейчас ремонт запрошу. Колонну туда бьем. Ну и все. Ну, для меня это что-то новое. Я еще с таким носом. Видите, навигация вообще сломана. То есть у него носа нет, у него все сломалось. Даже приборы ничего не показывают, у него мертвое все. Ремонт. Командир, нет возможности. Да, мне всего лишь это кабину отломило почти. Че, давай отремонтируем. Ремонт. Принял. Так. Все. Больше мне ничего не надо. И пушка. Заправка по плану. Перезарядка по плану. Получается, я Принял. поразил 2 цели. Осталась там одна лавка, еще и пехота. Пехоту нарами накрою, а лавку пушкой. Пускай пока восстанавливается. Отлучусь. Блин, веселый, конечно, заход в этот раз. Вот что не ожидал, это без носа полетать. Сейчас я...
Я в ДКС играю, а ты? Чё такое? Чё он так спрашивает, что я делаю? Командир, оружие подвешено. Я еще не видел таких заботливых диспетчеров в игре, которые спрашивают, что ты делаешь, как настроение, чем занимаешься. Ну, кстати, тот же вопрос, что и первый. Мне интересно, зачем он мне вопрос задал, что я делаю. Это, знаете, обычно такое срабатывает, когда, допустим, еще перевооружение не сработало полностью, и ты начинаешь страгиваться. Ну, командир, что ты делаешь такое? Ну, я же вообще на месте стою. Это глюк. Глюк она был. Все, сделали носик. Мой аккуратный носик восстановили. А то это тогда был уже у нас не грач, я не знаю кто. Придумайте название самолету, который до этого вот на посадку заходил. Ну, все, запускаемся. Блин, ну я рассчитывал на 2 захода. Ну, на 2 взлета. А тут прям радует меня тренировка. Ну, то есть я для себя... Будет опыт небольшой. Провода не таранить. Еще тут вот это набор клавиш, это пипец. Вы обратили внимание, вот я когда играю, я постоянно... Я боюсь что-то лишнее нажать. Честно, тут можно кнопку другую нажать. У меня было такое. То парашют в воздухе выпустишь, то еще что-нибудь. Вот, допустим, сочетание клавиш у меня, вот это стеклышко регулируется, вот это. Оно у меня рядом с кнопкой парашюта. И вот бывает, я кнопку нажимаю, эту P. И у меня срабатывает парашют, вот этот, который я сейчас при посадке использовал. А потом у меня нету парашюта. В этом вся и беда. Без парашюта бывает плохо. Здесь есть аэродромы маленькие. Кстати, покажу я их. Новороссийск, Анапа, вот Крымск здесь. Где-то тут мой любимый аэродромчик есть, который я бы убрал бы его. Не, я просто его не использую. Кстати, да, мы его используем. Вот он. Нальчик залупыш. А потом где-то здесь еще есть один залупыш. Блин, не помню, у грузин или у нас. Вот это грузинские аэродромы. Это Грузия. Вот она территория, это Грузия идет. Тут если посмотреть, Тбилиси, вот видите. Вот. Это граница, я так понимаю, скалами выглядела. Сочи. Блин, где-то здесь вот аэродромчик есть маленький тоже. Я как-то заходил на него, мне он не очень понравился. Нальчик, он в городе находится, тоже коротыш. Геленджик, что ли? Блин, я не помню вот второй. Ладно. Вспомню когда-нибудь. О! Малявка. Вообще малявка. Вперед. Че, его не запустил?
посреди аэродрома полосы стою, не знаю, куда туда или назад. Так, ну мне, я сейчас посмотрю проще, откуда заходить на цели. Конечно, с воды. В сторону воды надо взлетать. Мне там проще будет потом заходить. Тогда сейчас кругаля придется маленько давать. Вперед. Сейчас надо развернуться назад. Сделать круг и на старт выйти. Низко я сижу просто, вот и все, и в самолете тоже низко. Она, видите, камера, обзор вот этот, он не только ловит поворот, он ловит и высоту твоей приближения. То есть, вот, видите, я могу повыше сесть, он уже будет выше. Ниже, он как-то ниже становится. Вот приближение работает, можно вот так. То есть оно так вот. Могу вот в бок посмотреть, если захочу. Пыль вот давно не протирал уже. Летаю, все серое. Короче, такая тема. Можно вообще вот так сидеть. Это как мы это со сменщиком работаем тоже. У меня канал есть о работе. Кстати, там что ролик опять выпустил новый. Тоже. Он любит сидеть, он, ну, на легковушке ездит. А мы работаем на грузовой машине. Он привык сидеть низко, вот так вот в развалочку. Сидеть, кайфовать. Также в грузовике сидит. А наоборот, сидушку подниму до самого верха. Люблю с высоты наблюдать. Вот. Наоборот, нравится. Чем выше, тем лучше. Так сказать, высоко сидишь, далеко глядишь. Вот. Там, вот видите, изображение на самолете. Это Иркут. Да, это его камуфляжик. Он мне самолет этот подарил и камуфляжик к нему дал парочку. Так что... Не, я бы, может, со временем бы его все равно, может, что-нибудь... Ну, видите, сейчас вот он у меня есть, я его... Мне смысл его покупать, да, с одной стороны. Я бы карту бы купил бы. В планах карту взять. Какого-нибудь Афганистана. Либо, я не знаю, Сирия здесь есть, по-моему, тоже. Что-нибудь такое. А так, да, мне бы сейчас бы Грача бы надо было взять. Я бы сейчас бы уже бы устал летать на Су-25Т. Я тут змейку показываю. Что такое? Да ё-моё, да блин, что у меня сегодня с это... Я не знаю, у меня сегодня какой-то этот день дрифта. Мне надо в НФС-ку было идти играть, и не в ДКС. Колесо стер опять, да что такое? Поэтому на нем вот так не покатаешься. Серьезный самолет. Ну подумаешь, маленько сошел с дороги. Резину фуфло дали.
Я сегодня не взлечу, блин. Каких-то там осталось-то их вообще ни о чем. Ремонт. Блин, пару ракет. Командир, нет возможности. Ты угораешь, что ли? Ремонт. Командир, нет возможности. Ремонт. Командир, Да ты нет задолбал возможности. мне колеса от Краза, дай. Ой, от этого, от Белаза. То эти троцы. Прикинь, на самолете колеса от Белаза. Я представляю. Правда, их он никуда не спрячет. Ему как это... Как штурмовику летать придется. Это Великой Отечественной войны-то эти штурмовики-то летали. Немецкий-то штука или кто он там. У японцев-то тоже был-то. Он постоянно шасси у него торчали. То ли наш штурмовик Л-2, да? Хоп, спрятались. Пипец, блин, 107 секунд. Это 3 минуты почти. Ждем-с. Мне вот что нравится в этой игре. Здесь что-нибудь создал, летай да кайфуй. Всяко разно тренируйся. Оно все равно будет интересно, потому что это не просто а все-таки чувствуется серьезность этой игры. Так сказать, симулятор. Вот сейчас бы, если в армии просто бы летали, было бы неинтересно. А здесь интересно. Здесь посадки интересные, взлеты бывают интересные. Бывает, люди просто даже они в бой не идут, они вот просто летают в ночную погоду, в ночное время, в туман, учатся там что-нибудь по приборам. Ну, в туман это пипец тяжело. Я в горах как-то пробовал здесь пролететься в туман. Я в гору влетел сразу. Ночью еще можно полетать, а в туман нет. Сорок секунд. Вот они вот опять обновили же ее. Вот сейчас, если там что-нибудь понакрутили, опять там мучиться придется, миссии проверять все. Все обновляют, 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 обновляют. Ладно бы, если бы они бы обновляли, что-то добавляли. Они же что-то убирают. Бывает, что-то меняют. Потом начинаешь думать, что-то одно не работает, другое не работает. Готово. После каждого ремонта закрылки выставляются на исходную. Их надо будет опять в это включать тумблероном. Он вверх выставляется. Вот этот тумблер вверх вот смотрит. Можно также вот по приборам посмотреть. Вот они не горят белым. Значит, они в исходном. Тут же их два положения есть. Я их сразу в самое последнее выставляю. Опа. Сейчас они по два сразу загорят слева, справа. Оп.
Все, самолет готов к взлету. Осталось только на полосу вырулить. Высотомер выставляется почему-то высота. Ну, видите, у каждого аэродрома же высота тоже есть. Он же не всегда находится на уровне моря, так сказать. Он бывает где-нибудь на высоте, тоже на вершине. Какой-нибудь на горе большой, да. Ладно, все, выкручиваем, выруливаем. Ну, вот видите, без носа летать он может. Без хвоста нет. Без крыльев тоже. Без двигателя может летать одного. Без гидрача может летать. Если у тебя, допустим, вот тангаж, да, тангаж тяжело, если у тебя тангаж откажет. А вот крен это вот. Его можно регулировать, повороты, допустим, педалями доворачивать. То есть, а вот тангаж уже сложнее будет. Тебе же надо как-то туда. Ты уже никак не сможешь. Только если скоростью регулировать. Скорость сбросил, и он у тебя сам начинает. Только так, наверное. Как вариант, да? Ладно, вперед. Так что познаем самолет еще в аварийных ситуациях. А, я не на ту полосу. Ну, понял, ладно. Ну, я на этой взлечу. Это я вам ту полосу показывал, на которую, говорю, там еще полоса есть. Я не с той полосы взлетаю. Но ее тоже хватило. Ну-ка. Да, видите. Ну, проверили, нормально. Взлетать можно на граче. А вот приземляться не знаю. Да я думаю, приземлиться можно, если парашюты выпустить. Так, боевой режим. Пушка. Работаю по технике сначала, потом нарами пехоту добью и все. Тоже все зависит от угла атаки, как будут сейчас заходить. Сейчас вот прицел бесполезно регулировать вообще. Все будет зависеть от того, как будут заходить. И уже будешь там его сам, стекло это вверх-вниз. Бывает, оно очень сильно отвлекает. Хочется уже просто атаковать, и тебе приходится вот заниматься вот этими вверх-вниз, вверх-вниз. Да. Так, цели у меня там. Дыма уже нету. Пока я перезаряжался, дымы пропали. Тоже ориентир бывает по дымам. Стеклышко, видите, прицел вниз уже уходит, значит, надо его опускать. Приближаясь, он, видишь, у тебя вверх прицел уходит. То есть его надо постоянно поконтролировать. Так, я вижу технику. Скорее всего, это моя цель. Сложный угол. Вот этот. Из него выходить сложно. Какого? А что такое?
А че он не стреляет? Смотри. Не понял. Че, пушки нету, что ли? А, ее нету. Ну, а ракеты че? Ракеты есть. Блять, а чё пушка-то не заряжена? Что-то нифига не понял. Так, ладно, тогда ракетами отработаем. Блин, жалко, конечно. Хотел пушка. Странно, вроде... Я же ее не тратил всю. Может быть, скорее всего, когда нос был поврежден, что-то с пушкой произошло, и боекомплект весь ушел, да? Надо было ее зарядить. Нос восстановился, а боекомплект нет. Ну, я не знал, что так надо. Буду знать теперь. Хотя вроде смотрел. Боекомплект должен был быть. Ладно, поехали. Работаем нарами. Скорость большая. Просто всю пушку я использовать не мог. Я ею отработал только по хаммеру, получается, и все. Один заход сделал. Так, цель моя ушла куда-то. Вон она, вижу. Что-то я его не поразил, походу, да? Да ё-моё, я тут как коршун над ними кружу. Надо как-то выйти на него. Вот он у меня. Один гад. А чего ракеты не взяли, нифига? Главное, пехоту разнес всю, а он остался, да? А, нет, пехотинец еще есть.
задание сделал я. Блин, пехотинец, зараза, остался, правда, один. Ни туда, ни сюда. Я думаю, из-за одного пехотинца я не буду заряжаться, да? Все, пускай его там ветром сдует, я не знаю, или акулы сидят, на берег выйдут. Все, я на базу хоть. Я не знаю, почему пушка не зарядилась. Я бы мог сейчас пушкой страйкер сбить, а этих нарами добить. Без понятия, ребята. Так что идем на базу, пофиг. Нет, я неправильно сказал. Не зарядилась, и почему она у меня разрядилась? Вот в чем вопрос. Нары-то остались, по-моему, у меня, да? Нары же остались, а пушки нет. Ну, я говорю, ответ только может один, наверное, из-за того, что нос был поврежден, а она же в носовой части пушка. Вот она, видите, пушка здесь же. Вот, скорее всего, это и сыграло роль. То есть, когда восстанавливаешь нос, значит, пушку надо заряжать заново, наверное, так. То есть, когда нос был поврежден, это значит, отказала навигация, отказала пушка, и боекомплект у нее забраковался, так сказать. Блин, ну опять же вопрос, а где у него вообще боекомплект у пушки находится? Спереди тоже в носу получается, что ли? Не знаю, не интересовался никогда. Ладно. То, что все вооружение у него на крыльях основное, это понятно, это видно. А вот пушка... Сочи, 105-й. Возврат. 1:05. Сочи. Следуйте курсом 239. Удаление 2,7. Давление 7,5,7,47. Посадочный 0,6. Занимайте высоту круга. 1.
Блин, я все центр хочу поймать, пытаюсь его выровнять. Вот что значит водителям работать на правую полосу, всегда целиться. Ну, привыкли по правой полосе ездить, а встречка левая. Поэтому и приземляюсь справа всегда на встречку, чтобы не заехать. 1:05. Заруливайте на стоянку. Ну чё, колеса в этот раз целые? Во. Ура, 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 да? Красавчик. Самолет красавчик. Ладно. Пойдем в боевую миссию. Не буду я за пехотинца тут время тратить. И так нормально. Уже 3 полета сделал. Факт в том, то, что... О, мне капитана дали. Нифига себе. Хоть какой-то результат. Смотри-ка, что. Меня это радует. Если начинаешь игру со звания лейтенанта. Че? Вы получили награду медаль за заслуги перед Отечеством с мечами. Но это не я прописывал, там не игра дает. Алексей Сип. Позывной Тайга-26. Звание капитан, 6 медалей. Орден мужества, медаль за отвагу, медаль Нестерова, орден за военные заслуги, Георгиевский крест. 4-й, да, по-моему? 4 же цифры. Ну и вот заслуги за заслуги перед Отечеством. 2 с мечами. Так, статистика. Наземные цели 354 уничтожено, воздушные цели 1. 6 раз погиб, катапультировался 9 раз, 53 посадки. Двигай себе. 354 наземных целей делим на 53 посадки. Ну хотя нет, может была такая ситуация, допустим, цели уничтожала, где-то меня сбивали. Это было катапультирование, тоже надо учитывать. Здесь вот можно выставить неуязвимый, ставишь нет, и все. И вот любое твое крушение неудачное, если ты не успеешь катапультироваться, если тебе птичка в двигатель залетит, если ты это включишь, все, вот это все твои медали, вот это все твоя вся вот эта карьера, она просто превратится в ноль, и тебе придется заново играть. Также все вот эти кампании, которые ты проходил, вот это все, оно все сотрется. То есть ты считай, как заново аккаунт создал в этой игре, только без сохраненок, которые были у тебя. Грустно, грустно. Я говорю, пилота одного терял, уже больше не хочу. Ладно, пойдем переиграть миссию. Мои миссии. Мы играли. Блин, а я не помню. Вот это, по-моему, миссия. По-моему, она. Да, новая миссия, которую я создал. Миссия на пределе. Враг стягивает подкрепление, когда начнется наступление. Вопрос времени. Мы не должны ждать этого. Нанесем первый предупредительный удар по вражескому тылу. Ваша задача: уничтожить вражеское военное снабжение в указанных местах на карте. Цели: грузовые машины и мини-склады. Время будет ограничено до прибытия вражеской авиации. Особенности: вам придется работать на низких высотах, чтобы не попасть под ЗРК. Осторожно, также могут быть зенитки. Блин, тут ошибочка. Вы верим в вас. Ну да, я верю в себя. Ну, куда же без ляпка? Одна ляпка должна быть. Температура плюс 23. Все. Так, планировщик, подожди, что тут?
Ну мне нары только дали. Блин, ну какие там управляемые ракеты? Ты чё? Там пока будешь вот так вот лететь, тебя уже с рогатки собьют. Я уже не говорю зенитки. Опасно на нем заходить, вот этим заниматься, наведением. Допустим, вот если на Су-25 ты летаешь, да, по шквалу, пиу, и ушел, да, ну, если угроза ПВО. А на этом надо вот до конца идешь, пока тебе на натуре с рогатки не стрельнут. Поэтому я считаю, если есть в зоне ПВО любого типа, управляемые ракеты использовать очень опасно, тебя собьют. Потому что тебе же надо маневрировать от ПВО. А вот при этом наведении ты не сможешь вот так лететь. У тебя прицел, он собьется, у тебя ракета не пойдет никуда. Да, вот так вот. Поэтому здесь лучший вариант, конечно, бомбы. Но так как я буду работать на низкой высоте, опять же, бомбы меня могут ушатать. Поэтому остается только нары, к сожалению. Ладно. Нарами много не сделаешь. Ну, если будешь просто их пулять на подавление, на удаление. Ими надо работать прям четко. Ну, все, поехали. Четко. Четко это не для меня. У меня не всегда четко. У меня чечетко, блять. Говорит, кому-то работаем. Так, что делать? Давайте красавчика посмотрим. Ну чё, теперь наша очередь. Мы тоже красавчики. Да. В этот раз будет... Так уже не полетаем на расслабоне, как в предыдущем миссии. Здесь уже надо будет понервничать немного, наверное. Куда ты пошел? Сиди в самолете. Ну, пошел он сразу. Мы в бой уже. Все, потом сходишь. Мне нравится этот перевод. Второй пошел. Слушай, я тоже, наверное, пошел. Ну его нафиг. Все, пока. Что-то не хочу. Пойдем лучше вон в GTA поиграть. Блин, кстати, когда там новая GTA уже выйдет? Хочу в GTA поиграть в новую. Надеюсь, там не будет политики никакой. Это сделает Stalker 2 из нее. Как думаете? Можно из GTA сделать Stalker 2? Блять. Стопудово. Ну, началось. Небо чисто, можно приступать. Это хомут, понял, Орел. Сделаем все, что нужно. Облучение пошло. Но это пока от наших.
Надеюсь. Все, компьютер сломался. Эй! Ты чё, не можешь сюда рулить, что ли? Нет, это не он сломался, это я сломался. Ты молодец, что сюда не рулишь. Ладно, хоть Я, кстати, со стоянки даже взлетаю иногда. Когда мне заняться нечем. Опять с этой полосы чуть не взлетел. Пойдем на основную. Он такой смотрит. Эй, ты чё, командир? С ума сошел? Мы здесь гуляем, а не взлетаем. Это тротуар, блин. Маленько перепутал. Чуть-чуть. Полосу с тротуаром, да? Блин, я походу колесо опять повредил, пока я тут влево-вправо рулю. На этом самолете вот, надо очень нежненько ездить. И плавно тормозить, аккуратно поворачивать, потому что у него резина трется жестко здесь. Плюс он у нас еще с вооружением, надо не забывать, это все-таки вес. Поэтому на нем лучше резко не тормозить и не заходить в повороты, как в НФС. Все, на исходной. Так, поехали. Мое художество смотреть. Мы вылетаем отсюда. Длином у нас 2 30-х, 2 крокодила. Корабли даже есть. Неустрашимый и резкий. Здесь у нас тоже наши войска держат оборону. Здесь грузинцы у нас. Значит, нам надо... Вот у нас задача. Цель, вот видите? Поразить одну колонну снабжения. Вот, и вторую. Черным отмечен у нас как угроза для нас. Здесь 2 шилки. Здесь у них расположились грады. Но это не для нас опасность, это для войск. Колонна охраняется, значит, ЗРК «Стрела-1». По-моему, здесь еще Урал зениточный есть. БМП-2. Да, у нас здесь вот зелено отмечено. Это наши разведчики наблюдают типа за ними. Ну, тут колонна, она тоже... Ну, здесь не отображается защита. Короче, вот здесь стрела 10. Здесь у нас стрела 10. Здесь стрела 10. Это уже опасность конкретная для наших самолетов. То есть, если мы туда залетим, нас собьют. Ну, либо только на это пузико чесать травкой. То есть, высота должна такая быть, чтобы они не могли нас достать. Ну, какой еще момент? Они ж не отображают. Здесь еще самолеты. Они прилетят. Нам надо быстро-быстро как-то. Я не знаю. Ну, короче, так отработать, чтобы нас самолеты не забрали. Все, вперед. Иначе я летал уже в эту миссию, как-то на стриме мы летали.
Заходить лоб в лоб вообще нету смысла. Потому что здесь гора, а не за горой. А какой вариант? Значит, лететь, заходить с гор. Здесь между горами речка. И вот по этой речке сюда. И вот здесь уже отрабатывать. Затем делать маневр, возвращаться на исходную к нашим войскам. И опять кружок такой. И вот вокруг горы вот приходится вот так кружить, как коршун. Вот. А вот уже на вторую колонну уже надо будет постараться. Ну, там уже, надеюсь, если грачей обманем, то тогда можно будет по ней ударить. А так... Как как в Вартандере. В ангар? Нет, в Таркове. В схрон легко попасть можно. В свой. Все, вперед. Да, миссия сложная. Никто не говорил, что будет легко. Так сказать, стрельба по баночкам закончилась. 1-0-0. Взлет запрещаю. Угу. 1-0-0. Сочи. Конечно, этому парню не угодить. По схеме на 300. По давлению 7-5-2,5. Второй, не уходи. Давай, взлетай со мной. Как бой, так он пошел. Так, что, выходим на курс. Но мы идем в горы. На базу здесь нам возвращаться никто не запрещает. Мы можем вернуться на базу, пополнить боекомплект, отремонтироваться. Главное выполнить задачу. Ну, на протяжении всех наших полетов. Ну, я не знаю, второй не справится у меня с этой задачей, потому что они не умеют нары использовать здесь правильно. Так, выстраиваюсь на курс. Вот по вот этому компасу. Вот километраж до этого места, до ППМ-ки этой. Блин, маленько ушел. Вот он, если начинает сокращаться, значит идем в правильное направление. Так, на данный момент скорость 499 где-то, ну, между там где-то 490, да? А высота 1000, снижаемся до 1270. Надо выше набирать. Еще выше, чтобы бот у меня сумел преодолеть горы. Я-то преодолею, это он может разбиться сейчас. Так, а у него что там из вооружения-то?
по сути, он меня только от самолетов может прикрыть. Но опять же, не знаю, я тут самолетами не дрался еще. Мы тогда как-то их обхитрили, я помню. У меня как раз боекомплект закончился, на базу полетел, а они прилетели, а нас нету. И все, они назад вернулись. Надурили, короче, их. У меня, говорю, шилка сбрила тогда. Так-то я вроде нормально полет выполнил. Первую колонну я смог снабжение поразить. Блин, на вторую, когда зашел, там шилка не дала из атаки выйти, и все. О, Эдуард, привет, привет. Как у тебя успехи в мертвой стороне? Дидсайт игра. Точнее, как у нас успехи? Я скоро к тебе приду. Ну, не сегодня, правда, но приду. А просто мы, видишь, на той неделе в эти игры не играли. Я, блин, что там, Тарков постримил, да и этот Дидсайт засел 4 стрима. Про них забывать нельзя, про эти игры. Все-таки здесь тоже есть свои интересы. Блин, а я уже забыл. Где этот? Как он выглядит-то? А, ну мне еще далеко. Точнее, надо горы вот эти преодолеть. Блять. Ну вот как так? Посмотрел на карту. Что ты отлепился не вовремя. Сейчас бы, блин, точно днищем запанул гору. А вот теперь прикинь, что в тумане будет лететь. Просто в носом воткнешься. Я как-то пробовал. Есть здесь миссия или компания, где-то там в тумане летишь. А, дроп сушки. А, ты имеешь в виду вот это? А ты ее сможешь прицепить на мотоцикл? Эти пилоны наров 8-х. Комы, которые, кстати, неплохо стрелять будет. Блин, видишь, у меня в армии 3 мы играли, там нифига тачка гоняет. У нее это, на крышу прицеплены вот эти от самолета нары. С5, по-моему, что ли. Так, все, мы на подлете готовимся. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я как-то это... Ну, надо это просто попробовать. Во вкус войти. Что у меня с этой? Это из-за кепки, наверное, у меня так, видишь? Он лоб у меня не видит нормально. Из-за этого вот камера так... Что попало? Так, ну что, готовимся. Второй. Давай. Если мы сейчас не ударим, мы потом вообще не ударим. Блядь, да чё мне, я тебе говорю-то из-за кепки, короче, вот эта хрень. ЛТЦ, блин. Уходим. Нафиг. Говорили, пойдем с нами на каруселях покатаемся. А потом это, вот, не нравится мне эта карусель. Эти российские горки, блядь. Тягу в сотку. Не знаю, кто там работает, некогда смотреть. Главное, чтоб шилка не работала. Так, да, ЛТЦ тут разлетается, как нары. Без них заходить опасно. Зеркатором. Че, второй, все, котов? Слушай, ну ты опасный тип. Живой, смотри, хочу.
Что есть? Поразили чем-нибудь, кроме солдат? Опа, она стрелу-то уничтожили. ЗРК поразил ее. Да, самую главную. Ну, ничего, сейчас иду на второй заход. Нары, главное, чтобы хватило у меня. Просто когда они одного типа, они... Ты их даже не замечаешь, как он их выплевывает. Потом смотришь, опа, нифига себе, у меня нифига нету уже. Вот вся особенность. Че он у меня на возврат-то выставился? Не надо мне возврат. Иду на второй заход. По колонии-то удар. Ну, видите, меня больше стрела это настораживало. Так, теперь смотрим, что у нас тут. Тишина пока. Самолеты пока не взлетают. А, там какое-то условие стоит, точно. Это надо, это позже взлетят. Я тут дал как бы время игроку пострелять еще немного, а то они могут все обломать. Ну, надо не забывать, что это игра же. Можно из нее сделать прям кино, конечно. Просто играть будет неинтересно тогда. Здесь боты очень хорошо ведут себя в воздухе. Они прям, если им выставишь ас, они вообще-то вытворяют. Они даже тебя не ракетой будут бить, они тебя пушкой, короче, фигачат. Асы. А, там две цели и дымятся. Так, заходим. Блин, опять прицел уехал. БТР готов. ЛТЦ. Шилка. Фу, блять. Помаши мне, короче, стволом, чтоб я хотя бы примерно знал, откуда будет. О, все, пошло жара. Пошла. Нет. Катапультировочный маневр выполняю уже. Если Заркана засекла, это все же будет весело. Скорее всего, эти десятка запустилась. ЗРК 10, стрела 10 М. Она, кстати, маленько дальше берет. Понял. ЛТЦ. А нет, подожди, это, по-моему, от наших облучений. Да, здесь наши расположены. Второй где? Живой? Его поцарапали. Его либо зенитка поцарапала, либо эта ракета взорвалась рядом с ним, осколками зацепила. Скорее всего, ЗРК рядом сдетонировала ракета, как вариант. Я не знаю, надо было ему все-таки поставить эти ракеты управляемые. Они ими хорошо работают, боты. То есть он мог бы быстро навестись. Ну, ладно, на будущее учтем. Это я не смогу ими быстро работать. Тут еще, видим, момент такой. Вот он сейчас вот летает, я ему не могу уже задачу поставить, чтобы он на базу слетал, перезарядился. То есть ему задачу ставишь, возврат, все, он уходит. То есть он уже не будет в бою участвовать. Вот мне вот это не нравится. И будешь ты один здесь. Но толку от него нету. Просто летает
Докладывает ЗРК пуск. Еще один заход. Я даже не знаю, сколько у меня там осталось их. Ракет. Блин, как я люблю вот это сочетание клавиш Shift-O. Иногда я не успеваю за прицелом. Видите, что происходит? Вижу 2 единицы техники, правее немного. Какие-то другие нары работают. У меня, значит, они это разные все. Что там, ЛТЦ-то есть еще? Есть. Скорость большая уже. Тихо, 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 тихо. Они нас не могут взять, потому что мы на низкой высоте. Но если я не туда ткнусь сейчас на этой высоте под шилку, она меня сброит. На такой высоте тебя даже солдат может с калаша расстрелять, если поймают. В прицел. Все, второй минус. Под зенитку попал, видать. Но он, видите, он летит, он не по моему этому следу. Он летит как попало, по своему, и все. Я-то лечу, я тут примерно коридорчик себе выделил, где безопасный более-менее. А вон все, он. Все, он сейчас пойдет рыбок кормить. Или нет? Ну-ка, давайте задачу сдадим. Машину уничтожим. Второй. Следуй, возврат. Сможет, нет? Ну все, ему что-то выбили, короче. Он сейчас катапультироваться будет, скорее всего. Что тебя там такое повредили? Что ты решил в море зайти? Так, а у меня еще есть что-то там. Я еще иду на атаку. 10 единиц уничтожено. Ну, это солдаты могут быть. Нет, у меня руса нету. Ой, рут я имею в виду, рус только. Я рут не хочу себе. Мне на клавиатуре уже привычней. Был там выбор рут взять. Мне нравится плюс-минус. У меня на джойстике есть на самом джойстике есть рут. Кстати, да. Он этот как правильно назвать-то? Оно двигается туда-сюда. Но я ее не использую. Мне я привык, что у меня рука внизу находится, а не на уровне джойстика левая. Уже просто выработано. Еще бы запомнить вот это Shift-O, ну, чтобы Shift-P не нажимать. Но не получается пока. Неудобное сочетание клавиш.
На этом самолете надо, видите, стекло постоянно вот это регулировать. А это вот и есть Shift O. Все, это последняя, блин, пушка. Поразил. Успел попасть. Опасно, блядь, было, конечно. Тут же как бы зайти-то на атаку не проблема. Из нее еще выйти надо. Вот в чем суть. Так, ну что, у меня остается одна пушка, но я выполняю до конца задачу, пока у меня боекомплект вообще в ноль не уйдет. Что там по горючему? Ну, еще нормально, я думаю, пару атак. Главное выдержать физически. ЛТЦ, походу, у меня мало уже, все. Поэтому под ЗРК лучше не попадать. Алексей, привет. ЗРК уже будет для меня плохо. Чё, второй где? А чё ты такой пессимист, блин? Сам уже до базы летит. Я ему задание ставлю, возвращайся на базу. Он не имеет возможности, а сам летит. Обманщик. Господи, еще посадит самолет. Так, что, он выровняется у меня? Нет. В гору не уйду. Что остается? Так 3 единицы техники остается. От этой колонны снабжения. Сейчас их осталось поджечь. Но, блин, с пушкой все не получится их зажечь. Так, я не примерно. Но, ё-моё, если только вот эти 2 машины попробовать в рядок зарядить по ним. Ладно, посмотрим сейчас, как получится. Главное не это... далеко вперед не улететь, там под шилкой попаду. Так, ВПУ. Это было бы сложно, если бы у них еще бы в горах ПВО было. Вообще было бы сейчас жопа. Не, ну я бы, конечно, первым делом бы уничтожал ПВО. Это понятное дело. Че, на удачу летать я как-то не очень предпочитаю. Ну, получается, справа где-то за вот... Я вот могу только вот эту цель атаковать. Тех-то я не вижу, они где-то справа, за деревьями. Блин, не могу понять, какая цель из них целого. Вот это, что ли? Вообще не видно. Вот этот, скорее всего. На. Этот горит. Они вот где-то за деревьями, короче, вот здесь. Вон они. Но их нарами надо накрывать. Я их не смогу с пушки отработать. Я их не вижу, потому что... Провода еще, зараза,
Бывает, их не видно с расстояния. Ладно, я на базу, на перезарядку. Просто с этого угла я не смогу на них зайти. Ё-моё, что там? А, зенитка работает. Где-то зенитка там была. А может, танк стрелял? Они же тоже стреляют. Командирский пулемет. Ладно. Хотелось бы, конечно, с этого направления зайти, но здесь опасно. Я не смогу в поворот войти. Я окажусь под ПВО. Оттуда вот выйти получается, а вот отсюда зайти туда не получится. Ладно, все, на базу. Пушка, пушка. Пушка хороша, когда ты видишь цель, а просто стрелять на подавление, ну это так себе вариант. У нее же ну это не та пушка, которая установлена на К-52, допустим, в вертолете, либо на этом, на самолет А-10, у него эта пушка-то вот эта, которая разрывными херачит. Ею, конечно, что не стрелять-то по деревьям, блин. А у этого нету, здесь поточнее надо стрелять. Давление 3,5. Давление 7,5,2,5,2. Посадочный 0,6. Занимайте высоту круга. Итого 11 единиц техники. Ну, где-то 6 или 7 единиц техники было поражено. Может даже... Нет. 5-6 где-то. Остальная пехота. Там не может быть столько единиц техники в этой колонии. Я там не ставил столько много. Там где-то 8-9 их потолок. Почему-то здесь пехотинец считается как техника. Работайте с посадкой. Все, в безопасной зоне. А, ну у меня грач там садится. Сейчас надо сначала, чтобы он приземлился. Вот он мне дает задачу. Ой, задачу говорю. Он мне говорит, заработайте с посадкой, а у нас самолет идет на посадку. Как понять, как русский язык сделать? Ты что, в игре не русский язык? Не знаю, у меня он сразу изначально русским был. Где именно русский? В меню, в игре прям... Где он? А, ну все, он сел. Ну, крыло, это хвост выбит. Сейчас с воды зайти. Ладно, пойдем. Что у меня с этим? С камерой опять. Оп. Вот ему будут зеркала такие, как у ЗУ-25Т. Смотрят не вниз, а позади. Вот мне нравится у него зеркала иногда смотреть.
Ну а как ты сделаешь язык? Только в настройках, если здесь где-то. Ну, не знаю. Подожди. Да, у него... ну у него нету настроек, которые в этом... Ну, это надо выходить туда. В меню. Там в меню, может, настройки дополнительные есть. Ну, во всех играх, если так, если есть язык, есть выбор языка во всех нормальных. Только через меню. Если есть язык русский, только через меню выставить его можно. Надо зайти в настройки, найти именно настройку этого языка. Ну, у меня, видишь, в игре нет этого меню во время игры. Так, что-то маленько не так. Нет, так, просто я повернул рано. Я бы, Алексей, показал тебе, но я, видишь, я не могу сейчас выйти. В меню надо искать. Но я не знаю, есть ли тут эта настройка, потому что я, видишь, изначально у меня все стоит. А ты игру через что ставил? Через Steam или сайт? Через Steam или сайт игру устанавливал? Можно же ее через Steam и через сайт устанавливать. Все, ладно, надоело мне кружить. Блин, разогнался. Сейчас парашюты придется использовать. Блин, как эту кнопку люблю иногда. Вот ее пока найдешь. Парашюты пошли. Еще бы не заниматься этими наклонами. Вот у меня бывает такое, если я не успею вовремя обзор вывести на центр во время поиска этих кнопок, у меня теряется управление. Самолет начинает уходить с полосы влево либо вправо, и начинаешь его выравнивать, и колеса портятся из-за этого. Тоже вот нюанс такой. Тут очень многое зависит от того, как ты настроишь управление, конечно, потому что здесь игра такая. Но, блин, тут столько кнопок, капец, вот хоть вторую клавиатуру подключай. Интересно, можно две клавиатуры? Ну, блин, это тогда надо 4 руки, наверное.
Потому что одна постоянно занята на джойстике. А вот представь в в самолете, где кликабельная кабина в полете. Кнопочку тут, тумблер там, это щелкнул туда-сюда, сюда, туда-сюда. Как в жизни, да? Здесь-то быстро кнопку нажал и все, и атака. А там, блин, это нажми, то выстави. Здесь же есть кликабельные самолеты. Он видел, как человек, он тоже 24-ку запускал. Это пипец. То включи, там включи, то проверь, это посмотри. Ё-моё. Там один запуск, как у меня весь полет на стриме. Где? Капец, тут аэродром большой. Здесь надо эти гонки устраивать на машинках. Можно неплохо круги нарезать. Вот здесь вот интересно так идет. Здесь идет проезд через полосу. Поэтому путаешься всегда. Надо ее проехать, и следующая полоса идет уже та, которая нужна. Я просто всегда вот здесь аэродромы часто попадаются. Там просто вот выруливаешь, и сразу полоса. А здесь через полосу надо пройти. И на второй полосе получается на основной. Ну, грач можно и здесь поднять в воздух. Ему достаточно этого. Что это загорелось? Топлива мало. Да не... Ты чё? Какой мало? Я еще взлететь и посадить смогу. Наверное. Ну, взлететь точно смогу. Посадить, смотря какой маневр буду делать. Так-то еще 600 килограмм нормально. Ну, у него, видите, оповещение идет. Если 600 килограмм остается, он уже начинает тебе отображать предупреждение. Если ты, допустим, вдруг ты где-нибудь в бою еще летаю, да? На сайте покупал. Я в Steam сначала устанавливал. А потом, когда вот этот грач Иркут мне подарил, он говорил: подарок прими. Чтобы его принять, пришлось стимовскую удалять, сайт вставить. Вот так вот. Ну ничего, поставил. Я понял одно. ДКСу, чтобы хорошо летать здесь, чтобы вся карта все хорошо погружалась и не лагала, здесь нужен SD-шник хороший, помимо видеокарты. SD-ку когда приобрел себе нормальную, все, она у меня вообще ни одного лага вообще. Что тут вообще? $130. Ну, это при том, что он у меня стоит на просто на максималках. График только гражданский я убрал, потому что они надоели, мешаются. Ладно, поехали. Хорошая игра в плане оптимизации. Ну, хотя, знаете, если здесь ставить куча техники, как на серверах онлайн, то можно FPS и убить. Мы же знаем, что такое онлайн игры. Там можно дофига ботов понаставить, и будет игра лагать.
Единственная игра вот на данный момент, которая прям хорошо оптимизирована из всех, в которые я играю. И графика красивая здесь. При том, что здесь карта тоже, она, если посмотреть, не маленькая, да? Побольше, чем в армии карты. Прикол в том, то, что вот эти все домики, это все ты можешь сейчас пролететься и увидеть, оно все там есть. Так, давай зарядку поставим. Сейчас. На перезарядку надо его поставить. Ну что, попробовать? Нет, управляемый нет. Управляемый. Блин, ну я вот сейчас один остаюсь. Меня грачи могут сбить. У меня нету. Мне придется от них удирать. Ждать, когда они потом вернутся. Я просто не знаю, как мне сейчас одному с ними драться. Единственное, могу их попробовать вывести. Так. Что у нас тут есть? Бук. А это все фигня. Бук надо... Расчет бука. А это мало этого. Так, тунгуска. О! Ну если их до сюда вытянуть... И их собьют. Тунгуски, наверное. Да, здесь маленько я не учел. Я ПВО мало поставил наших. Ну, как бы... Я думал, игра будет в одни ворота. То есть мы атакуем. Но тут ситуация такая. Здесь, чтобы тебя от грачей уйти, придется делать маневр возврата, так сказать. Натравить их на ПВО. Иначе ты не справишься один с двумя. Здесь нету этих... Как он? Блять, прикол-то этот... Ладно, не буду про призрака-то. Сейчас я... Так что я оцениваю свои силы. Я против наземки-то, может, и могу иногда что-то сделать, и то не считая себя специалистом здесь. А против воздуха у меня опыта мало, честно. Я на истребителях не летаю. У штурмовика, конечно, есть воздух-воздух, но если у тебя обвесы пилоны, то ты не сможешь маневрировать, тяжело будет. Это надо будет сбрасывать все и выполнять чисто бой воздух-воздух. С пилонами-то ты не сможешь против них, они-то налегке будут. Так что я реалист. Нет, неправильно, в игре это неправильно звучит. Просто адекватно оцениваю то, что может быть. Так, что он мне сказал-то вообще? Принял. Нет, не надо. А у него еще, видите, воздух-воздух. Больше не берутся. Они у него только вот берутся. И все. Р-60 на одни пилоны крепятся. То есть, по сути, у тебя 2 ракеты всего. Из вооружения. Опять же, нары. Это что за нары? А, ну это многоцелевые, ага. И обычные, да? Давай их тоже в многоцелевые превратим. Только нарами отрабатывать, больше никак. Вот пушка, да, тоже классно ею, мне нравится наводиться, все. Но когда они начинают в кусты залазить,
оборону занимать. Ну, машины в основном как тут действуют? Они, вот колонна движется, ты начинаешь атаку, как в жизни. Они хоп, все, влево, вправо, кто-то в кусты, кто-то куда-нибудь еще. В поле, конечно, особо нигде не спрячешься, если только деревья есть. За деревья прячутся они тут, ну. И вот одно дело, допустим, бомбочку сбросить, ракетку запульную, да, какую-нибудь управляемую, кривую. А пушкой все, ты его не видишь. Пушкой не видать его. То же самое, как в мушку смотреть. Наверное, пофиг, накидал туда, в лес куда-нибудь. Тут еще вот момент. Тут, видите, острый угол такой, идет гора. И фишка в том, допустим, я когда лечу вот так вот, я атакую их и резко за гору ухожу. Вот. Они сейчас спрятались, они находятся вот здесь, то есть их хорошо бы видно было с этого направления. Но с этого направления, если я сейчас пойду, меня атакуют шилки. То есть они меня здесь уже возьмут. Мне же надо будет брать-то не вот так я не смогу атаку произвести. У меня не будет хода на них. Вот. То есть я просто пролечу над ними и все. Мне надо делать вот такой крюк. А в итоге меня тут все поймают. И эти вон, там вон зенитка. Без вариантов вообще. То есть остается только одно направление. Это вот идти отсюда. Атаковать и уходить. А вот эту колонну уже сложнее будет поразить. Вот видите, она почти вообще в тылу находится. То есть здесь надо отработать сначала по зенитке, скорее всего. Потом, скорее всего, наверное, надо будет нанести все-таки поражение шилком, я думаю. Почему? Потому что ближе к стреле зайти не получится. Да-да-да. Она тебя собьет, это факт. Шилки можно уничтожить. То есть вот эту позицию поразить и потом отсюда вот так вот летать по кругу. Можно отсюда зайти с воды. Но опять же, если я зайду с воды, меня будет уже ЗРК видеть хорошо. Они мне могут пуски сделать. Так что так вот. Остается вот такая тактика. Колонну эту поражаешь, уходишь. Затем атакуешь шилки. А после шилок, наверное, скорее всего. Ну, или зенитку сначала, шилки. Без разницы. Короче, вот эти все ЗСУ надо поразить. Они мешают. Здесь не получится зайти за раз колонну поразить. Ее придется несколько раз бить. И вот. Ладно, поехали. Да, миссия такая, казалось бы. Долго я долго не делаю. Сколько на нее? Часик, наверное, 2 потратил. Два часа я на нее потратил перед стримом, помню. Все, поехали. Сколько времени? Ну 14:30 нормально. Вот у меня, по идее, время уже минут 40 назад я должен был стрим завершить. Ну, увы. С полигоном маленько задержался. Ладно, доиграем сегодня в ДКС. Была мысль еще какой-нибудь стрим запустить, но уже не успеваем. Сейчас будем играть пока в ДКС и все. Пипец нервишки щекотит вообще, когда знаешь, что там зенитка где-то, зараза. Ты всяко разно пытаешься, лишь бы, чтобы она тебе не попала по тебе.
Да, мне запущен уже так-то самолет. Там из-за вебки не видать. Разрешите запуск. Сочи, сотый, запуск. 1:00. Сочи. Запуск разрешаю. Ветер у земли 3-4-0. Скорость 3 метров в секунду. Сочи, сотый, руление. 1:00. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. По-хорошему, ну, сейчас придется взлетать, потом разворачиваться и в горы. Я сейчас, получается, в сторону воды взлетаю. Надо будет круг делать. Ладно, с 24-очки полетели. Ну. Ну чё, вперед. Мне просто кажется, сейчас если вот на вертолете полетать здесь, это уже так медленно будет. Я привык на самолете расстояние преодолевать. А вертушка, она же медленно летит, блин. Не, ну интересно тоже. На ней уже другие задачи будут. Все зависит от типа вертолета. Ну чё, с удачей. Стоп, малый газ. Вообще можно все разглядеть, что есть. Вот радиостанция Крымск, Моздок, Гудаута. Офигенно, да? Тут, кстати, вот где вот планшет, можно еще этот карту свою сюда поставить, текстурку. Все, взлетаем. Вертушка, ну да, у нее же есть этот стабилизатор, ты можешь стабилизировать ее просто, потом из-за горы потихоньку высоту поднял, так вот, отстрелялся. Прикольно. 24-ка, он вообще хорош в этом. Не, вертолет Ми-24, он вот именно для таких маневров, он вообще классный. Хоп, спрятался, хоп, вылез. Ну, он, кстати, неплохо маневрирует, его можно разогнать хорошо. Неплохо летает, тоже у него скорость. Ну, опять же, я летал на них в игре Арма. Мне нравилось на нем иногда маневрировать, если под обстрел попадаешь, щучкой так нырк, он быстро скорость разбил, ты хоп, выровнялся и уже летишь где-то 350-400. Ну, он хорошо разгоняется прям.
К-52 тоже вертушка хорошая. Ну, мы здесь, по-моему, на ней не полетаешь, да? Ее убрали. В армии есть она. Там прикольно летать на ней. Здесь она бы намного интереснее выглядела, я так думаю. Ну вот в армии Reforge классно. Я, кстати, не сидел внутри К-52 там. Но вот снаружи мне вообще нравится, как он выглядит. Классно модельку сделали. Чего, наводчик? Встроенный Петрович называется? Вот как. Нет, здесь ты сам работаешь в этом самолете. Здесь все. Здесь даже автопилота нет у него. Прикол в том, что я начинал летать, когда я привык пользоваться автопилотами. Хотя бы, чтобы рука отдыхала иногда. Здесь нет. И первое время, когда начинаешь на нем летать после Су-25Т, у тебя первое время рука устает постоянно держать его. Конечно, ты можешь заниматься вот этим, как пацаны всегда советуют. Кренировать его всяко разно. Вот эти там по кнопочкам влево, чуть левее, чуть правее, чтобы поймать равновесие. Я-то, видишь, я стараюсь сам держать его всегда. Без всяких этих. Если у меня перевес крыла, я стараюсь держать его. Допустим, там вот где наклон, я против наклона держу. То есть, ну, мне нравится самому это делать. Был у меня до этого джойстик. Там вообще пипец. Первый, когда где-то месяца 3 назад. Месяца 3, да. Нет, даже месяца 4 назад я летал. У меня джойстик был 2010-х годов, наверное, Гениус фирма еще. Он вообще ни тангаж нормально не держал, ни крен. Там вообще капец. Там вот эта штука, она вот так вот была просто. Я даже сейчас показать не смогу. Этот рус в самолете просто гулял, как сосиска. И то я все равно как-то к нему привыкал и пытался еще задачи выполнять. И на том самолете, в основном на том джойстике задачи были выполнялись на самолете Су-25Т. На Граче я вообще не мог даже наводиться управляемой ракетой. То есть у меня вот так вот все работало. Вот. Но тут еще как бы, да, еще зависит настройка камеры на поворот головы. Там она была первоначальная. Мне вообще как бы шум, вот у меня администратор есть, он мне подсказал эту программу, но мы настроили как-то первоначально по его параметрам. Это я уже сам потом разобрался, нашел в интернете ролик и по А10 настроил грач себе. Ну, как видите, вроде нормально. Там человек летал на А10, он настраивал, объяснял, как все эти оси настраиваются. Это не так все просто. Программу-то поставишь, ну, поворот головы надо настроить. Она же будет резко у тебя туда-сюда. Видите, она плавно как работает, более-менее. Я думаю, если камеру еще обновить, я просто не придаю ему особое значение. А так вот, если камеру обновить, сделать ее, ну, поставить современную, будет вообще четко все. Все, я захожу на цель. В самолете с чаем. Да. Сейчас случайно пролью его на приборы. Так, слушай, по-моему, они куда-то или... Нет, они там же где-то. Все, я захожу.
Мне бы их еще увидеть, где они. Слушай, я, по-моему, их вижу. Он торчит. Куда ты поехал? Смотри, сваливает. Тихо. Тут провода вот эти, надо еще их облетать. А то я сегодня уже нос себе спилил об них. Интересно так. Главное, не я их оторвал, а они мне нос спилили, как это... Как, знаете, есть эти по дереву-то пипилы такие. Такое ощущение, как будто я по нему прошелся, по пиле этой. А, нет, неправильно, не пилы. Пилы-то не... Нет, подожди. Блин, как же у нас называлась эта штука? В детстве занимались, у нас кружок был. Выжигали по дереву всякие узоры, рисунки в этих специальное дерево было. И там, блядь, как же она, подожди. Не пила, она такая тоже горячая такая, нагревается. Блин, прикинь. Кого мне было тогда, не помню, лет, может, 12, блин. Короче, у нас любили делать вот доска, допустим, дерево такое мягенькое, и в нем вырезать, выжигать рисунки какие-нибудь делать, там, узоры. А, ну я тоже без трекера начинал. Мне первое время тоже некомфортно было. Да можно так летать. Просто если ты уже с трекером полетал, уже не то. Это уже интерес уже не тот. Я бы вообще везде с трекером играл. Мне нравится, когда у меня поворот головы работает. Это полезно, наоборот. Вот так вот тупо сидеть прямо смотреть, сколько бывает стримишь по 5-6 часов, это, блин, не классно. А когда у тебя разминка, это как зарядка, что плохо, что ли? Паяльник. Да, паяльник, только он был такой, знаешь, он как еще это... Блять, он какой-то специальный паяльник был. Блять, как же она называется, эта штука? Блин, зачем я вообще эту тему завел? Сейчас вспоминай. Да, и паяльник тоже использовался. Не, паяльник использовался. Ну, не, паяльник я бы не забыл, ты че? Паяльник это там что-то другое было. Есть, короче, знаете, такая штука, она как леска идет, но она тоже нагревается сильно прям, и ей можно дерево распиливать. Вот. То есть не вот так вот пилить, а именно вот от температуры она пилит. Блять, как же она правильно называется-то? Может, кто вспомнит. Вот примерно провода здесь такие. Они меня пилят. То есть я их здесь не отрываю, они меня пилят, провода. Они меня на части распиливают. Так, один палец он дымит. Куда машина делась еще одна? Куда он делся, гад? Так, ну это тут сюда ушел.
Я его не вижу. Так, этот готов. Блин, надо этого достать как-то. Как вот его достать? Так, трубы мне не надо. Ой-ой-ой. Опа-на. Кто там? Один натурал остался, но вот он, я говорю, его вообще не видно. Он где-то в кустах гасится. Так, что там по остатку? Еще нормально? Давайте маленько срежем. Что надоело мне такой круголь давать. Блин, а тут опасно, меня может ЗРК увидеть. Я как-то об этом не подумал. Эти-то они могут тебя почувствовать. Вертолет. Мы грача называли. Я сейчас подвисну над ним и скину в него что-нибудь. А вы знали, что грач умеет летать как вертолет? Иногда. Когда ему это надо. Нет, это не вертолет, это ветролет. Мне интересно, а если бы ему парусник прицепить, он будет как парусник по воде, только по небу летать? Вот так вот двигатели отказали, херакс такой парусник выставил. Чисто по ветру ориентируешься, летит. Не, ну а как эти шары-то летают же? Я думаю, надо ему что-то запасное делать. Двигатель вот так вот отказали, и все. Сделал из него шарик. Ай, ладно, все шучу. Так, ну, а кстати, не шучу нифига, давай на базу. Сейчас эти упыри прилетят. Они уже вылетают. Да? Пацан? Да-да-да, вон смотри. Запускаются. Слушай, а я, может, еще смогу ударить? Опасно, конечно. На атаку зайти попробовать. Давай по шилкам ударим. Но я не знаю, где они там, шилки. Вот в чем суть. Короче, попробуем по ним ударить. Есть чем. Шилки. Я вызываю вас на дуэль. Так, где-то там. Блин, да тут, видите, еще эти БТРы могут стрелять по мне. Надо вычислить, где они. Шилки. Короче, я пробую по ним нанести удар, но надо будет уходить. Там самолеты сейчас полетят в меня. Очень сложно их найти будет. А, вон они. Я к ним вообще подлетел.
Да, по шквалу бы их проще было, конечно, высмотреть, да? Мне же надо понять, где они. А, вон они, я вижу их. А, это гвоздика, блядь. Простите. Ребят, я не хотел гвоздику трогать. Да вы не обижайтесь. Давай повторим. Только не по гвоздике. Блин, ошилки, значит. Ошилки дальше, значит. Так, ну ориентир гвоздика тогда. Дымлящая, скорее всего. Пока эти две птички не взлетели, надо пользоваться. Да, ошилки, с ними шутки плохи, они опасные. Надо просто понять, где они. Я, по-моему, вижу одну шилку. Да не одну. Уху! Я ракета. Блять. Бля. Да ну их нафиг. Я помню свой финальный бой в этой миссии, когда они меня срезали. Тоже как-то я... Да там случайно я над ними пролетел. Из атаки выходил, когда я все... Когда вторую колонну атаковал. Че, все пуст? Да, пуст все. Так, ну что, будем рисковать? Давай дождемся этих дрищей. Блин, ну нет, я их долго буду ждать тогда. Надо, чтобы они взлетели. Попробовать их вывести на своих. Так, что у нас тут? Ошилку чуть-чуть одну поцарапал и все. Мне надо с самолетами разобраться. Они мне не дадут сейчас выполнить задачу полностью. Мне надо их, короче, встретить и вывести на позиции ПВО своих. Но при этом не подставиться, потому что они меня собьют. Просто если я сейчас полечу перевооружаться, это вес. Не знаю, хватит мне горючки еще поманеврировать. Ну, нужно надо вернуться, еще будет. С весом я от них не уйду. Они меня догонят, это понятно. Они будут маневреннее, они налегке. Можем, кстати, на них посмотреть. Вот они. Такие вот ребята сейчас будут охотиться за мной. А, ну у них тоже немного веса есть. У них эти нары. Шилки тоже можно пушкой поджигать. Но опасно. Это надо близко подходить.
Ждем, ждем. Все, они взлетели. Ну это рискую, конечно. Ну, как говорят, это... Блин, ну слушай, это, по-моему, не про эту игру. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кто не рискует, тот заново миссию не начинает. Еще надо горючки оставить, чтобы сесть. Все, вон. Я могу свалить, я могу приземлиться, обождать, они слетают, патрулирование проведут. О, никого нету, вернуться. А могу залупиться на них. Блин, конечно, хочется себе в статистику пару самолетиков. У меня всего один пока воздух. Ну, блядь, я их не смогу двоих сбить. Либо одного бы сбить. И то я, наверное, его не... Я не помню у них навыки какие. Асы они, не асы, ветераны. Здесь есть новички. Есть опытный, есть ветеран, есть ас. Ас это вообще пипец. Он может долететь до тебя и это на уровне с тобой встать, фонарь открыть и дать тебе по башке с кулак. Ну ладно, шучу я. Но это так, в переносном смысле. То есть они до того к тебе прилетают прям близь, а он даже ракетами не работает по тебе, он по тебе пушкой фигачит. Ребята. Интересно, они видят? Нет, они меня еще не видят. Еще, видите, не факт, Тунгуска будет ли работать по ним. Эти боты здесь вообще непредсказуемые. Я говорю, за мной тогда вот МиГ-29 летали. Мои же сопровождали меня. Вылетели грачи атаковал я. Им вообще пофиг, они до сих пор за мной летают и все. Истребители называются. Так, режим воздух. Слушай, я не помню, как он уже включается. Все, я его включил. Какая вот у них высота, интересно. Еще увидеть надо. Все, они идут сюда. Пацаны, за мной. В смысле вы... Это борзившие. Они не хотят? Не хотят в мой капкан попадать. Какой они высоте, интересно, летают? Уже я вижу их, по-моему. Пойдет за ним, нет? Вот я вообще наглый. А чё они уходят? Вон ракета за ним идет.
Ее надо вести. Короче, у этой ракеты есть одна особенность. Надо, чтобы, чтобы она попала в цель, надо пик, 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 пик постоянно, чтобы вот это было. Если она уже не пик, все, она не дойдет. Это не R73, блядь. По-моему, R73 она запустила и забыла ее. Так, ну чё, я не знаю, но они какие-то сыкуны, блядь, постоянно. Почему? Что с ними происходит? Прилетели, посмотрели, свалили. Это как? Не, я не полечу туда точно за ними. В зону ЗРК. Да, они меня то ли не обнаружили, прикинь. Прикольно. Ну и ладно, фиг с вами. Не хотите драться, не надо. Мне вот интересно, а если бы я бы там был, прям над этой колонной, которую разбил. Они же на нее прилетели. Но у них задача поддержка войск стоит. Им вообще пофиг. Ладно, я иду на базу. Заряжаю управляемые ракеты. Заряжаю нары. Работаю сейчас по шилкам, значит. Че они на аэродром полетели? У меня был случай тоже. Предыдущий стрим, по-моему. Да-да-да. По ДКС. Мы выполняли миссию, надо колонну было натовскую разбить. Вот, я прилетел, а у меня самолет был Су-25Т, по-моему. Меня сопровождали два истребителя МиГ-29. Короче, так получилось, один МиГ-29 сбили. Он попал под ПЗРК. Или ЗРК его сбил, не помню. Остался один. Он меня до конца сопровождал. Два самолета прилетело грачей. Этих же. Вот которые вот эти сейчас вот летели. Они вступили в бой. Вот. Там был один, я помню точно, по опыту ас, а другой был, по-моему, либо новичок, либо новичок, скорее всего. И так получилось. Первый самолет я сбиваю. Мне фартануло, я как-то вышел на него. Скорее всего, это он не засчитался там, воздух-воздух. А второй просто, прикинь, он разворачивается и на базу. Я офигел. Че, они сыкуны здесь тоже бывают, что ли? Вот это для меня было, конечно, пипец. Сочи, сотый, возврат. 1:00. Сочи. Следуйте курсом 248. Удаление 35. Давление 752,52. Посадочный 06. Занимайте высоту круга. Ну, боевой дух я не знаю, каким здесь. Я он в армии, помню, в редакторе, когда сидел, тоже вроде навыки им прописываешь там и все, а они все равно сыкуны. Где-нибудь сидят, прячутся или еще что-нибудь, залягут, сидят. Здесь, по-моему, такая же фишка. 1:00. Работайте с посадкой. Так, что, тормоз убираем. Скорость маленькая, надо чуть добавить. Высоту низко не буду брать, потому что горы, провода, деревья. Бывает, если скорость маленько ошибешься, не рассчитаешь, он у тебя вниз чуть-чуть опустится, а там провода кинуть или деревья. Все, приземлился. Вот на этом самолете хорошо, говорю, тормоза не помогают. Если что, даже скорость большая будет, ты можешь ими воспользоваться на полосе. А вот на Су-25Т нет. Там надо прям, желательно бы край полосы касаться, потому что ты не сможешь его тогда затормозить нормально. Так, что такое, ветер что ли?
Че меня так относит? Меня боком идет, смотришь. Скорее всего, ветер. Так, ну тут педальки в помощь. Чуть крен вправо. Чтобы понимали, я на тормозе. Это тормоз у меня сейчас, он на тормозе у меня едет. Он у него работает, а вот у Су-25Т ни хрена он не работает. Заруливайте на стоянку. Очень странное поведение, конечно, вражеских самолетов. Вообще, я не понимаю их. Я хотел их сюда заманить. Они меня не обнаружили, видно. Там, видите, надо ближе подлететь. Хотя я даже пуск по ним сделал, а им все равно пофиг. Я же в прошлый раз помню, я же вроде, я забыл просто. Я же хотел ПВО усилить нашим войскам. Сделать там вот на передовой, где у них там бой. Типа ПВО добавить тогда, чтобы было проще этих заманить сюда тоже. А то как так? ПВО так мало. Только на аэродроме. Так, ну теперь надо заряжать его, чтобы прям выполнить уже боевой вылет. Хотя бы поразить вот эти ПВО, которые мешают, и добраться до колонны. Тут надо сейчас думать. Можно фабы использовать? А, блин, нет. Сразу опять ЗРК все портит, сука. Нет, фабы использовать нельзя. Да, кстати, вот здесь я кружил над ними. Я бы не сказал, что у меня низкая высота была, да? Так-то нормально, у меня высота была. А ЗРК что-то это, они меня не видят. Ну, если был бы какой-нибудь бук, у меня был бы бамбук. Там просто ЗРК 10 стоят. Ну, хотя они тоже хорошие. Видать, не достают до этого места. Нет, я буду использовать управляемые ракеты. И попробую использовать. Все-таки нары уже в конце. Сейчас моя задача выбить шилки. Я примерно понял, где они. Визуально. На карте-то это одно их видеть, а надо же визуально их еще видеть. Ну и хотелось бы, конечно, за эту миссию еще какую-нибудь медальку получить. За полигон, главное, медальку дали, да? А тут надо стопудово тоже заработать. Так, ремонт. Перезарядка. Вот видите, я-то заряжаю ЛТЦ всегда. Есть еще ДО. ДО это как раз против ЗРК. Мощных вот этих.
начиная с 10М стрелы и выше. Потому что, вот допустим, если бук по тебе будет стрелять, то ЛТЦ тебе не поможет. Только маневры и ДО. И то это... там надо маневрировать, потому что ракета, она за тобой... Она просто как самолет за тобой летит. Я офигел тогда. Я от нее уйти не мог. Я лечу, и она со мной. Это вообще звездец какой-то. У Бука ракета такая интересная. Не хотелось бы с ней больше сталкиваться. Ну, у нас ЛТЦ здесь использую. Просто если, допустим, ЗРК начнут по мне палить, ЛТЦ может не помочь. Так, ладно, поехали. Здесь ракеты мощные. Здесь ракеты такие. Нары и... Мне надо вес. Блин, мне может вес большой у меня быть. Так, ну эти гаврики убрались. Надеюсь, не надо. Уберу их, а то мне вес надо, чтобы нормальный был. Блин, нет. Ну-ка, если С5. Маленькие, старенькие. О, на С25 можно взять 340 миллиметров. Это бомбочка такая. Это что такое вообще? Я не знаю, что это. Короче, давай вот эти возьмем. Их, наверное, на вертолет вешают, а я их сюда... Так, как она называется? С5Ко. Блин, смотри, опять перевес. Так, сейчас. Надо отлучиться. Ну чё? Блин, время, конечно, много. Я не ожидал, что я буду так... Ну, вообще здесь миссии, все миссии, они так и выполняются. Долго. Просто с полигоном маленько затянул. Ладно, пробуем. Слушай, может все-таки попробовать бомбу использовать, а? А вдруг шанс на победу? Тогда надо будет вот так делать. Давай хотя бы, пускай это будет ФАБы 250. Ракеты 25Л, это против шилок. Ну и нары. Во, как-то так. Ага. Нет, не так.
Вот так. Мгм. Фабами отработать по... Если я доберусь до нее, конечно. Короче, 2 ракеты уйдут в шилку. Надо постараться их поразить. Опять же, видишь, как может получиться. Одну начинаешь шилку выцеливать, а другая тебя херачит. Вот в чем, блин, проблема. Ну, ладно. Давай, рискнем. Можно долго играть в это. Бить так бить. А так летать, просто дротики в них бросать. Вообще вариант. По-хорошему бы, вот если бы у меня был бы второй самолет, нормальный бот, мы бы уже бы разнесли бы всех и все бы. А он же, видите, только это докладывает. Катапультируюсь. Ну ладно, этот хоть не катапультировался. Ну мне-то что от этого? Что у меня там? 17 единиц. Вот результат общий идет. Здесь миссии есть общий результат. Тут у меня сейчас 50 очков. То есть миссия сделана на 50%. Сейчас, если выполнить эту колонну и вернуться целеньким на базу, то будет 100% сделано. Вот они. Вражеские самолеты. Все, в ангар зашли. Блин, ребята, ну, блядь, так с вами неинтересно. Я хотел, думал, сейчас такой кадр будет интересный. Надо подумать потом, какой ПВО сюда поставить. Чтобы я мог, если что. Ну, по идее, у них должно быть прикрытие у войск. Я что-то тут это не поставил, надо поставить. Ну, у меня типа корабли прикрывают. А я вот не знаю, у кораблей. Ну, давай посмотрим, у них есть что-нибудь против воздуха. А, нет, корабли не так смотрятся. Мне корабли надо. Нет. Блин, а как корабли смотрятся? Командир, борт заправлен. Угу. Сейчас кораблики посмотрю. Нет, слушай, не показывают. Техники, да, сколько здесь? Я специально переключаю, чтобы не палить их. Чтобы было интереснее играть. Да, я не могу вспомнить кнопка. Сейчас, давай посмотрим. Управление надо смотреть. Так, настройка управления. Виды, по-моему. Виды. Общие. Нет, не то. Вот, сводная камера локальная. Так, нет, не то. Виды, вот виды. Вот они пошли. Поезда, автомобили. Наземные объекты. F12. Можно F12 надо нажимать. Ну-ка, давай попробуем. Нет. О, F9. Командир, оружие подвешено. Вот они, 2 корабля, их получается. А не знаю, могут ли они стрелять, нет. Ни разу не использовал.
Все, вперед. Корабли ни разу я не видел здесь в бою. Не знаю, могут ли они стрелять. Шумный он, единственное. Так-то классно за ним наблюдать. А чё он прилетел? У них задача стоит патрулирование, потом они на базу. На базе немного потусуются, опять патрулируют. Такая тема, короче. Ладно, вперед. А бомбы будут использоваться, когда я подберусь уже к колонии снабжения. 1-0-0. Что ты... Разрешаю рулей на полосу 2-4. Маленько отойдешь. Потом в камеру не прицелишься нифига. Камера тебя уже не ловит по центру. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 752,5,2. А, можно еще вот так, прикинь. Офигеть. Вот это вообще, конечно, не во всех играх такая тема есть. Я даже в армии такого не видел. А, кстати, в армии было, в армии 3, в авиации такая тема. Прикольно, да? Офигеть. Ну вот обычной мышкой ты так не сделаешь. Это точно, это я тут говорю. Вот такой наклон мышкой ты не сделаешь. А знаете, чем этот наклон хорош? Вы не обращали внимания, когда я самолет боком управляю им боком, либо делаю бочку, что я стараюсь вот так вот голову делать иногда, выровняться. А вот если летать чисто мышкой, ты так не выровняешься нифига. У тебя будет вот как самолет, так и обзор. Вот и все, вся суть. Все, вперед. В этом вся и особенность трекера, что он ловит не просто поворот, а еще и наклоны. Да, я улечу и возвращайся на свои точки. Так, я иду к морю. Атака будет по берегу. Блин, шелки, конечно, опасные. Я с ними не люблю бороться на... Ну, был у меня здесь как-то бой. Лоб в лоб я попробовал. В городе зимняя миссия. Я ее пушкой пробовал выбить. Я еле ушел от нее. Как они начинают поливать эти... Блять. Это пипец какой-то.
Но она мне гидрач, по-моему, выбила. Я пошел. А, двигатель подожгла. Я потом полетел на ремонт. Короче, если она по тебе попадет, она тебе стопудово что-нибудь выбьет. Либо гидрач, либо движок, либо вообще тебя пропилит крест-накрест, блин. Так, управляемая ракета. Попробуем. Можно нарами бесконечно бросать их, отнимать там по 2%. Ой, блин, ну как я вас пропустил, ребята. Давай над ними пролетимся, а? Корабли. Их еще надо заметить. А, вон вижу. Где у нас? А, вон второй вижу. Видите, самолет под наклоном, а я камеру держу. У меня голова, как будто я прямо лечу. Я так вот делал всегда при маневре, когда самолет креню. Здорово, братан. Сейчас мы его поприветствуем. Все. Нормально. На рыбалку не хочу. Я еще на грача не ловил. Как-то мы пролетали здесь тоже над кораблями. Ну а теперь о грустном. Блин, ракеты вот эти, которые, конечно, они далеко-то не стреляют. Надо ближе подлетать. Но у них точность получше. Благодаря полигону выяснили. Ну вот примерно так это будет выглядеть, если я буду играть и обзоры мышки использовать.
У меня просто руки будут крест-накрест. Но я, блин, долго привыкал тоже к камере. Головой именно вращать. Это пипец какой-то. То так, то так. То на прицел не наведешься. А шквалка, помню, когда использовал. Там вообще целая система. Надо целый этот... выполнить целый цикл, короче, упражнений, чтобы нацелиться. А, этот самолет Су-25СМ-3. Там тоже надо будет еще. Там у него Солт, по-моему, называется. Это типа шквала, короче. И где вы, ребята? Это не я. Вот это я наглый. А как я так уже у них оказался? Прикол вообще, прикинь. Лечу. У меня тут вражина где-то. Блин, а казалось, дальше они находятся. Ладно, выставляемся. Управляемые ракеты. Пошелки надо как-то дать. Я их благодаря гвоздике выслеживал всегда. Так, ну что, зажигаем зеленый светофор. Я его теперь так называю. О, этот целеуказатель. Помаши мне рукой, мы на другой планете. Помашите мне рукой. Подожди, по-моему, вижу. Давай. У меня больше вариантов нету. Нельзя. Блин, ты то порыбачить хочешь, то поохотиться, я смотрю, в лесу. Сука! Какого? Это Кто это мне? Ну, судя по тому, что я целый, скорее всего, это... Что-то маленькое стреляет. С ПМ-ки кто-то пытается по мне попасть. Угу. Шутка. Да это этот, скорее всего, какой-нибудь БТР. Может, танк стреляет. Ну что, шилка минус. Это меня радует. Сейчас еще одну можно зажарить. Блять, или... А, ну это перевес сейчас у меня идет. Уже думаю, повредили крыло. Сейчас ориентир по дымку. Слева там еще шилка. Тяжеловато будет его держать в равновесии. Дымок. Где ты там? Блять, я точно здесь зашел? У меня сейчас будет дымок. Не понял. Ну что там, пожарников вызвали, что ли? Как он так потух быстро. Там он стопудово дымится, просто я его не могу поймать в обзор.
Прикинь, они бы еще бы здесь тушили бы вообще. Это... Не, ну мне вот нравится, когда я вижу, допустим, я первую цель уничтожил и по дыму ориентируюсь. Это что такое? Я не вижу. Ну что, вообще не горит? Шилка, блин. Это уже не шутки. Не, ну серьезно, блин. Чуть подальше. Блин, ты прикинь, главное, когда в начале их нашел сразу, а сейчас шилку наоборот сжег и не могу увидеть их. Тихо, тихо, тихо. Что там, скорость маленькая? Да нет, не понимаю. Перевес на крыло. На крыло. Так, подожди, где-то здесь, по-моему, да? А, вон, я вижу. Ё-моё, так она сливается, конечно, в городе. Сейчас еще бы ту заметить, шилку. Так. Дальномер... Лазерная цель указательную, он уже перегрел, да? Или чё? Чё он? Блядь, я его не вырубил, походу. Он не... Вот это хреново тогда. Где она опять? Все понял, ладно. Все нормально. Очень сложно дым этот видно. Он прям сливается с текстурами почему-то. Обычно я как-то их замечал, эти дымы, а тут я не вижу его. Мне проще от гвоздики опять его ориентир поймать. Что у меня с дальномером? Ой, цель указательным. Ну, он у меня что-то... А, фу, блядь, ребят, что делать? Режим воздух-земля. Все нормально. Он работает же на режиме воздух-земля. Так, продолжим. Но у меня как бывает в такой ситуации? Раз несколько отмерь, один раз отрежь, потому что можно, конечно, было подлететь, еще поближе посмотреть. Посмотреть, кто сидит там внутри. Лучше разглядеть на расстоянии, да? Как тут еще все успеть надо? Так, где она? Здесь где-то. Вижу я, по-моему. Да где ты, скотина? Это не она. Ах ты.
Выбитую-то я вижу, а где та-то сидит? Анатолий зашкерилась. Блин, гадина такая. Не бесит. Нет, она где-то там стоит, ее не видно, она сливается. Так, давай ее нарами, короче, накроем чуть-чуть. Прикурим ей. Что-то мне не нравится ее уже искать. Я ее не вижу. Тут-то я сразу заметил, а эту не видать. Блять. Это пипец какой-то вообще. Я не знаю, где она, морда. Давайте попробуем маневр этого вертолета, как вот недавно был. Сейчас высоты наберу. А я ее первый раз увидел. Первый раз. Я их две увидел. А сейчас не вижу ее вторую. Все. Не, ну я, конечно, если она мне не так опасна, она, видите, кривая какая-то. Я могу нанести удар просто по снабжению сейчас и все. Так, режим ветролет запущен. Где ты? Вот они, гвоздики расположены. Вон она, шилка первая уничтожена. А вторую не видно, видите, ее вообще не видно, блять. Она с текстурами сливается и все. Где ты, морда? Нету ее, прикинь, я ее не вижу. Блин, у меня-то косоглазие будет точно, пока я найду. Или я на ЗРК сейчас залупнусь. Тихо, тихо, тихо. Без понятия, где она. Показано на карте вроде все там, да, а ее не видать. Где-то здесь стоит. Здесь какие-то два домика идут. Но опять же, это не весь рисунок. Там не хватает домов. Там домиков больше, по-моему. Все, ладно, не хотите драться, не надо. Сейчас накрою ваших. Где они тут? Вот они. Так, ориентир. Мост. От моста. Сейчас ударю по этим, по зенитке, а потом нанесу удар снабжению. Надоело искать эту хрень. Так, вижу мост. Вижу технику, работаю.
Зенитку зацепил, но мало. Надо еще. Она уехала в поле. Так что над Шилкой я не хочу пролетать, а то она вдруг проснется. Значит, прощупал я маленько слабое место. Сейчас буду заходить вот здесь с воды между Шилкой. Зыркать что-то не хотят меня брать. Может, низко я для них. Да хотя нет, я уже на высоте даже летал. Так, что у меня нифига не выставлено? Опа! Что за фигня стреляет? Шилка, что ли? Скорее всего. Остаток горючего тоже уходит. Блин, горючку надо запасную. А тяжело будет. Так, где вы, ребята? Мы тут с вами дельцы не закончили одно. Ёпарасоте. Да ну вас нахер. Да чё она не уничтожается? Это хренотень надоело. Блять, какой-то Урал не могу сжечь. Тут танки уничтожаем. Ну. Чё, блять, издевается надо мной, что ли? Ну, смотри, у него ХП там еще есть. Козел. Живучий. Так, остаток горючки. Сейчас еще на возврат придется. Блин, я опять кнопку на... Все, пипец, смотри. Я без парашюта буду приземляться. Кнопка П рядом с этой кнопкой, которая регулирует стекло. На нее нажимаешь, он парашют вот этот посадочный выбрасывает, блять. Я поэтому и смотрю постоянно на клавиатуру. Уже самому надоело постоянно смотреть на нее. Сейчас не посмотрел и все. Так, зенитка. Мало времени. В смысле, кто? Так, давай вот только где-то справа сзади. Кто меня пытается зацепить? Зенитку уничтожил. Что там, нары еще есть? Итого. А, БТР, наверное, стреляет по мне. Все, прохожу сейчас колонии. Интересно, колонну там кто-нибудь охраняет? Здесь может быть скрытая техника, ее на карте не видно. Это пока типа что разведка обнаружила, то мы и видим. А есть еще скрытная. Дешевка слева. Пикает. Так, вон колонна. Маленькое создадим. Жаркое, так сказать. Ёб твою мать, здесь что? Стингер. Прикольно.
Блин, ну классно, классно, пацаны. Ну неплохо туса, хорошая туса у вас здесь. Офигеть, блять, я понял. И там и стингер, короче. Кто там еще у нас? Шилка где-то стоит. Не так все просто. Че, живой? Офигеть, закрылок сломали, да? Ага. Зараза, вот как там бомбардировку выполнять? Да, кстати, сейчас посадка будет уже не такая, без закрылка. Блин, ну стингер это весело. Ладно, выполняем сброс бомб тогда. Весело там, конечно. Можно ракету запульнуть, а то перевес, да, идет. Подожди. Ну-ка, сброс. Давайте пуск ракеты сделаем. Попробуем. Надо обнаружить, правда. Так, что, гидрач живой? Пожаров нигде нет. Меня могли вообще легко сбить. Я прям под шилку залетел. Я охренел, честно. Я думал, все, мне пипец. А еще там был стингер. Я оператора или стрелка убил. Получается, возле снабжения колонны. Вот они здесь, я прям над ними. Блин, мне надо шилку увидеть. Здесь ее не видать, ее не видно на карте. Только визуально ее искать надо. Вот он, пожалуйста, расслабился. Мне вообще повезло, что она не попала по мне. Не, по мне попали, но не, как бы не сильно критично. Закрылок, правда, только сломали. Могло бы намного хуже быть. Зараза, где ты? Где трясет? А я вижу их, вон они стоят, 2 единицы техники. Только кто из них непонятно. Короче, давай им фаб туда забросим и пошли не в попу. Не знаю, фаб выберет, кто из них кто. Так сказать, угадает кого-нибудь. Значит, один сброс идет сейчас по этим двум, а другой сброс атака по снабжению еще попробую сброс сделать. Пи. Сука, достать меня пытаются. Работает он, видишь? Вот он, пи. Блин, слабо.
Слушай, ребятки, а может вам... Блин, ну я... Опасно лететь там ЗРК. Пипи. Пипи. О, горит одна, что ли? Слушай, я по-моему, сжег одну. Да, она вон горит. Да, одна поражена. Блин, у меня глаза уже устают. Где вторая, зараза? Куда она свалила? Пипец, так глаза устают, конечно, иногда, когда всматриваешься под таким углом. Не кажется ли она там стоит? Да, вон она стоит. Она. Нет, нифига, это... Короче, одна куда-то свалила, а другая на дороге. Блин. Так, давай сброс на колонну тогда. Весело тут, однако же. Что фаб какой-то, надо было 500 брать. Че у меня? А, блин, ребята. Отмена. Возврат на базу. Остаток. Кого я сейчас без горючки останусь? Мне 400 килограмм. На нем долго не понев... Здесь нужны баки дополнительные. Он же на маневрах жрет, ее мою. Так, итого, у меня одна бомба осталась, еще ракета осталась. Вот. Также у меня нету одного закрылка. И парашюта нету. Все как я люблю. Ладно, хоть двигатели работают. И гидрач на месте, да? Я сейчас 500-ю фабу себе возьму. Чуть-чуть колонну не добил, конечно, топлива не хватило. Я хотел на них сброс сделать, но у меня горючки мало. Мне надо до аэродрома добраться. Потому что я не знаю, сейчас посадка с весом. Я вот думаю, как его тормоза-то хоть работают, надеюсь, воздушные. Закрылки сейчас выпускать опасно, его закрутит. Когда не хватает закрылка, он начинает крутить. То есть баланс должен быть у закрылок. Если у них нету баланса, то есть на одном крыле закрылок и 2, а на другом 1, все, тебя начинает крутить. Я уже так приземлялся один раз. Это хуже, чем без гидрача еще эксперимент был. Казалось бы, закрылка не хватает. Блин, тормозить сейчас будет сложнее. Закрылки они выпускаешь, когда он это скорость сбрасывает хорошо. Ну и плавная посадка, конечно. Вижу аэродром. Сбрасываем скорость. Тормоза.
Сейчас немного потрясет. Без закрылок приземляться. И без парашютов. Тяжелый вес. Да-да-да. Скорость только вес облегчает. Ну, тормозить ее, сбрасывать сложно. Тянет к земле прям сильно. Давай еще. Блядь, скорость 400. Большая скорость. Второй заход. 200 килограмм остается. Сейчас сильно крюк не сделать. Можно вооружение посбрасывать. С вооружением скорость больше надо, потому что его тянет вниз самолет. Вот в чем особенность. Давай попробуем одни выпустить все-таки. Хотя бы такие. Нет, просто вариантов уже не было. Вроде все обошлось. Горючку рассчитал. Так, сейчас бы пикировал бы, блин, без нее. Фу! А жука устала его держать, это пипец. Я бы не хотел быть летчиком в жизни. Это тяжело. На таких самолетах, я думаю. Это надо уметь. Здесь нужна не только моральная подготовка и на чеку быть всегда, но еще и физическая, я думаю, подготовка нужна. Все. Ну, как бы не все. Самолет сохранен. Сейчас мы его зарядим.
Да, сегодня у меня насыщенные полеты. Я сам иногда в шоке, что я иногда могу. Но мне же надо знать, что я могу, а что нет. Чтобы потом уже понимать. Погода летная просто. Сейчас я его заряжу. Хватит, не хватит полосы. Не, пойдем туда подальше. Если этим самолетом научиться управлять, чувствовать его в игре, он очень хороший самолет. Он лучше, чем Су-25Т. Тот мертвый нахер. Его чуть-чуть поцарапает, он все. Можешь катапультироваться сразу. А этот нет, этот выносливый. Он... Ну, он и в жизни такой же. Он кадров насмотрелся. Прилетают летчики поврежденные тоже. Я просто... Я не представляю вот это ощущение, это пипец, наверное, это чувство, наверное, тревоги и чувство адреналина в реальной жизни, когда летишь на нем и по тебе работает ПВО, ну вот эти ЗСУ, ЗУ. Потому что если в игре вот они начинают по мне стрелять, я уже как будто меня по ребрам щекотят, блядь. Ощущение такое, знаешь, что вроде понимаешь, что, блядь, сейчас он попадет же по тебе. И в то же время всяко разно дрыгаешься, как этот... Блин, ну это классно в игре. В жизни я... Там, наверное, охереть опасно. Ну ты же, если тебя вот на низких высоте собьют, ты же разобьешься. Ладно, там на высоте катапультироваться, да. Хотя в наше время сейчас и катапультироваться-то опасно. Ладно, я сейчас сразу его заряжу. Я изначально говорил, меня вот спрашивают, а что именно грач? Ну, просто я как бы игрок такой, мне хочется вот... Если я начал что-то делать, то я хочу до конца изучить. Вот, а не прыгать по этим самолетам, вертолетам. Я же не обзор делаю, а играю, кайфую. Мне вот выбрал свой тип самолета. Мне нравятся штурмовики и все. Наши отечественные, российские. И все, я на них и летаю. Я понимаю, что там на иностранных... Там кресло случайно не массажное, пяточки не массажируют, педальки нет. Кондиционер, наверное, работает. Почему бы не летать-то на таком? Вот. Здесь интереснее. Так и не нашел я шилку, да? Нет, это еще слиняла, блин. А, кстати, она не одна, их две ушли. Я так понял. А этот горел, это обломок. Ну, от бомбы, короче. Когда бомба ФАП взрывается здесь в игре, она по частям разлетается, и где-то может там где-то трава гореть или что-то. Ты думаешь, что ты цель уничтожил, на самом деле у нас бы игра повестилась, там бы что-то было уничтожено, а там было повреждение всего. Они уцелели, эти шилки, они уехали, разъехались. Сейчас их надо где-то найти, не знаю. Так, итого,
Значит, из вооружения я вернул ракету, бомбу. Прикинь, у меня перевес был на правое крыло. Плюс еще закрылок. Нормально сели. Еще как тренировка. У меня все осталось на правом крыле. Я, по сути, летел на... У меня нагрузка была на правое крыло. Поэтому я это все доставил на базу. Вот, пожалуйста. Тренировки зря не прошли. Так, сейчас... А, нет, погоди, давай его зарядим сразу. В этот раз фабы 500. Хватит цацкаться. 250 их не хотят бить. Так, ракеты оставляю. Нары оставляю. Я думаю, может бомбу взять. Блин, ну тяжело будет. Ой, тяжело будет маневрировать. Кого? Не, это, блин, давай тогда хотя бы такие бомбы. Хотя бы так. Ну, когда уже 17 вес, это пипец. Ну, 250-ки, значит, по колонне снабжения. 500-ки, если увижу шилки по ним, отработаю. Ну и я думаю, нормально. Все. Пока отлучусь сейчас. Сейчас зарядится. Мне нужен только лишь твой взгляд, живой воды прибой. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, в пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай. Встречай и тишины, она лишь здесь осталась. Надо будет не забыть потом после стрима драйвера обновить на видеокарту. Новые опять вышли. Ну и зарядили мне? Нет. Нет. Заправляется по звуку. Миссию хочу на самолете сделать Су-25СМ-3, но надо карту сирийскую какую-нибудь. Будет интересно. Потому что этот самолет у нас в основном СМ-3 Су-25, он же у нас в Сирии себя проявил, да, по-моему? Там они летают. Летали. Тоже современный самолет уже. Модификация. Это что-то, это, короче, между Су-25 Грач и Су-25Т. Самолет. Командир, борт заправлен. Угу. Что, у нас все, никто не летает? Никого нету. Я один остался. Эти устали, видать.
О, прикинь, смотри. Взгляд, глаза даже двигаются, офигеть. Чик-чик-чик. Да, кстати, по-моему, это наш боец стоит. Офигеть. В симуляторе даже заморочились взгляд, моргание вот это сделать. Корабль здесь как статически, да, выглядит. Он такой. Ну, интересно, а вертолет на него можно поставить? Все, полетели. Моя задача, видите, не только уничтожать, но еще и целым вернуться. Неважно, какая ситуация произойдет, подобьют тебя или что. Главное вернуться целым. Двигатели запускаю. Ну, я, короче, немного обнаглел. Летал там по пузикам, травку щекотал, а сейчас уже до Луны достаю почти. Так если ЗРК не хотят работать, ну пускай не работают. Значит, я буду фабы использовать. Вот они расположены. Стрела 10, я не знаю, что она выпендривается. Или она не берет до сюда. Вот стрела 10. Плюс здесь вот еще стрела 10. Они спрятаны еще некоторые. Здесь не видно, как вот шилки здесь. Шилки были здесь. Вот это не могу найти. Где она, блин? Тут просто место такое, оно... Ну-ка, подожди, а тут есть? А, вот она. Путник. Она сливается, видите, здесь... деревня какая-то. И она в этой деревне. Либо какие-то... Что это такое вообще? Дачи, что ли? Какие-то частные... Нет, это вообще частные сектора какие-то, да? Сейчас, подожди. Мы-то ее... Я ее вообще здесь вот искал, в этом квадрате, получается. Она здесь расположена. Блин, ну ее там очень сложно увидеть, прям пипец. Карту Древней Руси. Правда, нет, подожди. Вот это карта Древней Грузии, походу. Ну-ка, как будет выглядеть? Ладно, вперед. Эй, кто у меня пилота украл? Мы так не договаривались. Так, подожди, Shift-P, по-моему. Сбежал, блин. Нет, еще. Мы еще не выполнили задачу. Собрался куда-то.
Спасибо, я уже взлетаю. Взлет запрещаю. 1:00. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 752,52. Постой, паровоз, не стучи в колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Блин. Что-то у меня тут поезда часто ходят. Может, нам все-таки не на самолете надо летать, а в трейн играть? Есть же игры такие на железной дороге. У меня, короче, я тоже вчера после стрима заснул. Да, что-то компьютер не вырубил, а у меня моя запись шла. Да, я иногда под свой унылый голос засыпаю. Врубаю запись. И у меня он однотонный, потому что... Ну и утром просыпаюсь, блин, смотрю, что-то не могу понять. Тудых. Что за херня? А у нас в прямом эфире прям, прикинь, железнодорожники прям ездят по железке и снимают прям на экшн камеру. Блин, классно, кстати, смотрится так. Я сначала не понял, я сразу вспомнил игру Метро. Я думал, это метро, может, кто-то на поезде там едет. А потом смотрю, блядь, что-то графика какая-то чересчур красивая. Нет, это поезд, прикинь. Да. Да, тут на ютубе хватает этих. Кто на железке работают люди, они прям снимают. Европу снимают, в Европе ездят там эти метро или кто. Что только люди не снимают. Не, ну почему бы нет, кстати, интересный контент. Мне понравилось, посмотрел. С утречка так на поезде покатался. Какой уже вылет, я даже не считаю. Ну, больше 5 точно. Че, пофиг, я уже натренирован. Главное задачу выполнить. Хочется иногда автопилота включить, хотя бы чтобы баланс был, стабилизировался. Ну-ка. Скорость большая, он нос задирает. Хоп. Высоту не держит, нифига вниз идет. Давай чуть-чуть. Нет. Еще надо немного. Шилка, смотри, какой я вкусный. И над тобой сейчас буду пролетать. Нет. Я горький. Я что, блин, зря время терял. Здесь 4 часа. Ну, ладно, 4-2,5. Так. Что, займемся колонной, а там по ситуации. Где-то здесь она. Вон она. Вон там где-то. Вон она в текстурах, скотина, сливается. Вот в этом районе ее не видно. Где-то она там стоит.
Но видите, сливается вот в этом квадрате. Я просто не могу сюда уйти на низкой высоте, вот в этот район. Потому что она меня сброит, эта морда. А мне так хочется ей дать по кепке. Не видно ее. Блин, бывает же такое, с текстурами сливается, да? Ладно, выставляюсь в режим бомбострадания. В бомбокидание. Сейчас еще надо устроить бомба попадания. Вообще будет классно. Подожди, а какие бомбы ты хочешь? А, это 250. Не, давай 500 сразу. Ну чё? Нет, надо будет дальше отлетать сейчас. Чтобы зря полет не это время зря не ушло. Нары маленько запустим. Ребята. Да чё вы обижаетесь-то? Ну нормально все. Я вас согреть хотел, вдруг вы замерзли. Летом в 23+. Капец, их нары не берут на расстоянии. Мало-мало их царапают. Прям что-то сильно высоко. Сколько у меня высота? 3000 почти. Бомбу лучше использовать где-то на 2. Снижаюсь. Что у нас там осталось? На дорогу выехали. Ну, ФАП он не возьмет их всех, конечно, один. Сейчас надо 2 машины там рядом. Надо будет по ним отработать сначала. Блин, 2800, много. Но, походу я этот Су-25Т вспомнил. Обычно на нем так летаешь. Пока между ними попробуем ФАП сбросить. Пошла. Бессовестная. Совесть-то иметь надо. Блин, а чё, нифига? Они, видите, разъезжаются. В кучку мы стояли и ждали бы. Не напугал я их. Что, она вообще попала по ним, нет? Очень интересно. Я говорю, высота, наверное, большая. Но там я не могу ниже, там шилкой херачит.
Было, кстати, посмотреть, откуда... Куда она спряталась-то? Шилка. Отстанет нас. Мне кажется, дело тут все-таки в 2500 на 10. Я их повредил, но слабо. Не знаю, как зайти лучше, блин. Да я, видите, шилку не хочу на нее нарваться. Давай еще разок. Блин, нарами что ли их накрыть? Надоели они мне. Что-то, блядь, одна бомба, она... Видите, они не в кучу, бомбы их не возьмешь, только по одному. А, нет, подожди, не тех, не тех. Воу! Где это хулиган? Эй! В смысле, здесь зенитка, что ли? Не-не-не, давай без зениток. Не надо мне зенитки ваши. Там какая-то мелочь по мне фигачит. Еще там не шилка, там есть зенитка стационарная. Где-то сидит гад. По-моему, рядом прям с колонной снабжения. Угу. Расслабишься тут с ними нафиг. Так. Да я пошутил. Я серьезно, я шутник. Блять. Все, пизду. Неудачная шутка. Я не вышел из атаки. Как так? Это все, я уже устал, блин. Блин, ну как так, да? Так красиво было все. Я, блин, пошел. Зенитка справа, я хотел ее обойти, а в итоге в пригорку в это летел. Блять. Мы эту миссию, наверное, блин, долго будем делать, это пипец. Это да, у меня бывает такое. Жалко. Но это все, это поражение. Не, заново я точно не буду. Оставим на потом тогда ее. Блин, ну как так, а? С управлением не справился. О, блин, так было все ништяк, да? Но, увы. Вот видите, не всегда получается сманеврировать. Не всегда. Оно вроде кажется так легко. Ага, ни хрена себе. Ну, тактику я выбрал правильную. Просто надо было ее довести до конца и все. Не видно этих зениток-то, они же, видите, не все отображены. Я даже вот не буду заходить сейчас в редактор, я не буду смотреть, где они находятся. Не-не-не. Потом уже будем миссию делать уже. Это, кстати, вторая попытка была ее сделать. Первая попытка меня шилка сбила. Кстати, шилка в том же районе, где две шилки были. Я вторую-то не мог все увидеть. Вот, а это вот разбился. Ну, как там это... С третьего раза, может, получится. Ну, потом уже. Ну, а вообще, как миссия-то хоть? Интересная. Ну, блин, надо еще посмотреть, почему ЗРК они... Ну, так-то вроде они должны доставать. Или же у них ограничение стоит.
Тут можно посмотреть, что когда уничтожалось. Так красиво было, да, столько вроде посадок и взлетов. Просто, ну как бы, это игра, а в жизни так они не летают. А вот он сделал заход и все, и ушел. А тут взлет, посадка, взлет, посадка, взлет, посадка. В реальной жизни бы пилот бы устал бы. Летчик. Но мы не в реальной жизни, мы в игре. Ошибки начинаешь делать все равно. Эти ошибки, вот они глупые, блядь. То в антенну куда-нибудь влетишь, то в провода, то в гору, то еще что-нибудь. Поэтому... Блин, ну не знаю. Так-то можно было еще час полетать. Жаль, конечно, что разбился. Времени еще было. Ну ладно. Как бы... Игра есть игра. Ладно, пока остановимся на этом. Придет время, пройдем. Ну, медали все равно одну сегодня заработал. Ну вот и смерть одну опять. Прикол в том, что когда ты таранишься, ты даже катапультироваться не успеваешь. То есть получается все, ты разбился насмерть. Ну ладно, на этом не сдаемся. Сделаем, но в другой раз уже. Все. Пойдем отдыхать. 5 часов стрим. Я вообще его планировал, у меня должен был закончиться, сейчас скажу, 2 часа назад. Даже почти уже. Ну да, 2 часа назад. Я просто не думал, что так долго. Я думал, сейчас раз и все. И готово. Да, боты тут, конечно, кадры еще те. По ним начинаешь, когда атаку, они разъезжаются. То есть он не будет стоять и ждать, пока ты ему еще что-нибудь сбросишь. Он нырк куда-нибудь и все. Я вот так и не понял, кто там по мне еще какая-то мелочь. Я вот когда залетал-то к ним туда, по мне шилки работали, я понял. Но когда я уже пошел на снабжение, на колонну вот эту, и что тут мелочь какая-то херачит по мне. Короче, там где-то зенитка еще какая-то стоит. Ну, блин, БТР так не может стрелять. Там прям как будто зенитка работает где-то стационарно. Я не помню, где там что расположено именно скрытно. Вот на карте видно это все, а так вот я не вижу. Только визуально уже смотришь по тебе. О, летишь, отмахиваешься. Примерно так, а больше никак. Ладно, все, не задерживаю никого. Все, спасибо за активность, за внимание. Что у нас там по голосованию? Самолет, нифига себе. Трамвай, самокат. Я говорю, это универсал грач. Из него можно сделать и трамвай, и самокат. Кстати, да, самокат из него неплохой, особенно и Су-25Т. Чтобы им тормозить, надо реально на нем ездить, как на самокате. При посадке была уже такая мысль. Этот фонарь откинуть и спуститься и ногой тормозить. Но нельзя в игре. Трамвай, кстати, блин, что-то необычное, конечно. Я еще по рельсам не ездил на нем, надо будет попробовать. Ладно, все. До завтра. Всем хорошего вечера.
тобой, я занял потолок, я жду приказ. В небе с тобой, я сел тебе на хвост, настал твой час. Погасла точка на радаре, твоя машина на ударе. Нарушил воздух как границы, и будешь ты теперь убит. В небе со мной. В небе со мной десятилетний стаж и смена погон. В небе со мной ракеты на борту и килограммы патрон. Со скоростью решил шутить, подумал, сможешь победить. Ты понял, что пилотом стал, ну что ж, попробуй слезть, твой час настал. В небе со мной поношенный костюм, мой офицерский долг. В небе со мной ты ворон, я вампир, я летающий волк. В небе со мной ты понял, что полет твой стал тебе конкретно, хоть был удачным взлет, но что ты взял взамен? С тобой я занял потолок, я жду приказ. В небе с тобой я сел тебе на хвост, настал твой час. Погасла точка на радаре, твоя машина на ударе. Нарушил воздух как границы, и будешь ты теперь убит. В небе со мной. В небе со мной десятилетний стаж и смена погон. В небе со мной ракеты на борту и килограммы патрон. Со скоростью решил шутить, подумал, сможешь победить. Ты понял, что пилотом стал, ну что ж, попробуй слезть, твой час настал.